Добрый день, уважаемые участники конференции. А, Мы продолжаем работу, и сегодня целый день у нас две секции работают в этом зале. Сначала одна секция до 13 часов, и затем с 14 до 18 часов вторая секция, то есть не будет параллельных докладов, да, все доклады можно будет слушать здесь. И небольшие изменения у нас произошли. Тот доклад, который был заявлен стендовым вчера, Евгений Альбертович Эхельберг, он выступит сегодня первым докладом. И у нас доклады Дины Диасовны Хасимовой, которая сегодня должна была выступать первой, не будет, она, к сожалению, не смогла участвовать. Обязательно пришлет текст статьи, и мы опубликуем ее статью. Ну вот такие небольшие изменения, поэтому сейчас я слово передаю Евгению Альбертовичу Эхельбергу, кандидату философских наук, руководителю федерального проекта передвижной выставки землячества российских немцев в Германии, Штутгарт. Евгений Альбертович, вы нас слышите? Здравствуйте, доброе утро, очень хорошо слышу, спасибо. Сегодня мне утром посчастливилось поучаствовать еще одной конференции в Тюмени, я там был раньше преподавателем, и в Тюмени тоже идет конференция, там 3 часа разница, с вами 1 час. И большое спасибо за приглашение. Я вчера только, к сожалению, прочитал вечером. До этого был в отпуске, не в Германии, и от компьютера был подальше. И сейчас я охотно показал бы вам небольшую также презентацию, если это возможно. Может быть, и небольшой фильм, если будет время или захотите. И, конечно, история российских немцев занимает определенное место в публикациях, проектах землячества российских немцев, Landsmannschaft der Deutschen aus Russland в Германии, в частности, передвижной выставки по истории российских немцев и современность. Землячество было образовано в 50-е годы XX века видными представителями немцев из разных регионов бывшей Российской империи, СССР. Многие из них смогли уклониться от репатриации в Советский Союз и укрыться после окончания войны в Германии. Одним из направлений, я все еще пытаюсь получить Фрайга, свободный доступ, но пока не могу. Буду рад показать презентацию, если окей, спасибо. И вот землячество как раз инициировало вот этот проект, который идет уже многие годы. И этим проектом я руковожу несколько лет вместе с Яковом Фишером. Это бывший директор немецкого театра в Тимиртау в Советском Союзе. Он руководит этим проектом с 90-х годов. Нашу выставку мы показываем по всей Германии, в парламентах федеральных земель, в ратушах, в церквях и прежде всего в школах при федеральной поддержке по решению немецкого парламента и по заказу Министерства внутренних дел Германии. Допустим, на прошлой неделе мы были в Бремене, затем были в Магдебурге, и мы очень часто в интернет-формате. И вы здесь видите, допустим, это использована картинка Виктора Хура. Он живет в Германии, продолжает рисовать. И эта река показывает одну из сцен из труд армии, наверное, это Енисей. Вот это была очередная у нас такая интернетная выставка «Разговор с Гамбургом». В понедельник у нас состоится интернетный разговор с руководителем библиотеки в доме Герхарда Хауптмана, бывшем доме Востока в Дюссельдорфе. Я сам живу в Дюссельдорфе и вчера уже разговаривал с ней. Она сама выходец из Казахстана,
ребенком приехала в Германию, и она расскажет о публикациях, которые хранятся в библиотеке. Очень много посетителей русскоязычных, много и русских книг выписываем, и немецкие книги из России. И, конечно, будем рады, если представители из России тоже поучаствуют, так же, как и представители из Германии, научные сотрудники. Цель нашего проекта – показать, рассказать историю, воспрепятствовать стереотипам в отношении российских немцам и мигрантам вообще, и способствовать солидарности, интеграции. Мы рассказываем историю российских немцев, начиная с массовой иммиграции немцев в Россию 1762 год, и современное положение, существующие стереотипы. В школах эта тема не представлена, поэтому это просветительский проект землячества, очень важный. Он восполняет пробелы у школьников. И очень интересно видеть, что некоторые школьники, которые недавно приехали из России, стараются попасть на наши мероприятия и с большими глазами смотрят на то, оказывается, и их дедушки, бабушки, их родители тоже имеют такую же историю, и они этого ничего особо и не знали, они сильно не рассказывали. Конечно, это открытие для них. И не только для наших ребятишек, но и для школьников в целом. Это тема довольно интересная. И сегодня мы показываем нашу выставку тоже в центре одной из благотворительных организаций. Выставку сопровождает доклад, такой же PowerPoint презентация, песни, иногда выступления хора, иногда выход, рассказы очевидцев событий. И здесь недалеко, 2 часа, но вскоре я должен буду поехать туда и подготовить нашу выставку, поставить это 24 стенда. У нас всего 8 экземпляров, и по всей Германии мы презентируем эту выставку. Выставку сопровождают также брошюры, каталоги, раздаточный материал. Здесь вы видите некоторые, которые мы раздаем посетителям выставки. Здесь первая страница выставочного каталога. Здесь показаны вот такие картинки, ключевые картинки из истории, начиная вот с Екатерины II, 16-летняя принцессин здесь показана, трудовые лагеря Урала, церковь, это были очень религиозные люди, трудовая армия и возвращение в Германию через Фридланд, лагерь во Фридланде. И слева, ну или справа, это фидбэк, это отзывы школьников. Мне удалось выступать и перед русскими классами, есть и такие в Германии, где ребята недавно приехали, изучают еще немецкий язык. И вот они написали некоторые фидбэк, отзывы о нашей выставке. Это наша листовочка, в которой показаны некоторые интернетные источники. В этом году отмечается 80 лет со дня депортации, как вы знаете, российских немцев. И во многих городах Германии проходили и проходят мероприятия в память о жертвах. Депортированные играли большую роль в освоении Коми республики в ходе Второй мировой войны. Именно героический, но подневольный труд сосланных сыграл немаловажную роль в победе в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Темы депортации и принудительного подневольного труда российских немцев в трудовой армии, насильственного содержания в местах ссылки рассматриваются в отдельных стендах выставки. Ну, здесь вы видите типичный слайд, который мы показываем по презентации. Но эти картинки, как вы видите, это не из Коми, это Урал, это Сибирь, это вот эта каменоломня. Картинок из Коми мало, к сожалению. Мои родители и бабушки, дедушки, то есть бабушки были тоже сосланы в Коми республике, бабушки погибли в первую же
зиму или весну, и дети попали в детский лагерь в Коми Республике. Вот. И потом мои родители оказались в Пермской, на севере Пермской области, рядом как раз с Коми-Пермяцким округом. И оттуда уже у меня есть некоторые фотографии. И, конечно, есть фотографии, они были репатриированы с Черноморского побережья в Германию в 1944 году. Из Германии есть общие фотографии семейные, а, конечно, из Коми республики нет. Но мы стараемся эти фотографии найти, и в стендах представлены эти фотографии. И стенд, допустим, 12-й нашей выставки посвящен депортации российских немцев из европейской части СССР. В 1941 году приводятся данные о численности депортированных. Много картин сделали, допустим, Виктор Хур, он живет сейчас в Германии, уже старенький, но продолжает рисовать, и некоторые вот картины его мы охотно используем. И также другие картины, Оскар Ауль или это Диссерхефт. Стенд 15 описывает судьбу сосланных немцев под комендатур. Передвижная выставка землячества представляет важную позицию в современном немецком обществе. Она препятствует забвению темы депортации, умалению сознания больших групп общества, выступает против распространения негативных предрассудков, стереотипов в отношении к переселенцам. Большое значение имеет также фильм-проект как составная часть нашего выставочного проекта. Большой фильм по истории российских немцев теперь на интернетном портале lmdr.de или на YouTube. Короткие фильмы представленные. Мы их сделали, эти фильмы, в прошлом году из-за короны. Вот такая небольшая прошла трансформация проекта. И мы сделали интервью с видными представителями российских немцев в Германии. Один из коротких фильмов, даже больше 11 тысяч, был просмотрен. Это юмореска на диалекте бывшей актрисы немецкого театра в Казахстане Лилия Хенца, которая сейчас работает в детском садике. Актуальные мероприятия к 80-летию депортации и другим важным годовщинам проводятся в этом году из-за короны пандемии в ограниченном объеме, но интерес не ослабевает. И я вам показываю некоторые картинки из Heimatbuch. Heimatbuch 50-х, 60-х, 70-х годов. Они даже не обозначены, эти картинки, из какого региона. Некоторые обозначены, из каких регионов. Но, конечно, фотографий того времени мало. Но очень много текстов. В частности, Heimatbuch я посмотрел, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, много текстов, воспоминаний из Коми республики. Конечно, многие постарались уже в 70-е годы переехать в Казахстан, в Среднюю Азию, там, где потеплее, ну и затем в Германию также. И сейчас тоже некоторые немцы переезжают из Коми республики и играют активную роль также в жизни землячества, занимают видные позиции. Вот несколько лет назад переехал, допустим, Эдуард Блох, ему лет 30, и вот он переехал со своей семьей из республики Коми, сейчас является руководителем землячества в городе Раштат, Баден-Баден. В целом немцы стараются флеген, стараются дальше развивать хорошие отношения, контакты с бывшей родиной, это и с Россией, и с Казахстаном. И, допустим, с Коми республикой, вы хорошо знаете, существует соглашение о сотрудничестве с 2007 года между культурной автономией Немецкой республики, республики немцев
культурной автономии немцев в республике Коми. И с местной группой землячества. И вот это городское партнерство играет, конечно, большую роль, и в рамках этого можно очень много интересного, конечно, развить. Это совместные проекты между школами, допустим, можно и в Коми, и в Германии можно что-то найти всегда, так же, как и в других регионах России существуют такие проекты, хорошо проходят. И, конечно, интересен пример, то, что фотовыставки проходят в городе Оффенбург в Баден-Вюртемберге. Это Дни Республики Коми, и в рамках этих праздничных дней также фотовыставки. И, конечно, здесь очень интересный большой потенциал заложен. Здесь еще раз покажу карту, как немцы были депортированы. В Коми республике было, конечно, очень много немцев, но по сравнению с другими регионами Урала и Сибири несколько поменьше. Но другая ситуация была во время труда армии, когда в Коми республике было очень много немцев. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Евгений Альбертович. Буду Действительно, рад вопросам. есть у кого-то вопросы? Так, вопросов пока нет. Спасибо за информацию, которую мы от вас получили. И наш музей также сотрудничает с автономией немецкой и культурно-деловым центром, который возглавляет Олег Францевич Штралер. И я думаю, что какие-то совместные проекты в дальнейшем тоже могли бы быть. Спасибо большое. У нас, допустим, в Дюссельдорф, откуда я сейчас проходит вот такая виртуальная выставка в городском музее. Дюссельдорф имеет город-партнер Москву, и в Дюссельдорфе, вот в городском музее показаны много мониторов, и сейчас показывают просто картинки из музеев городов партнеров, не только Москвы, но здесь и другие европейские города. И вот, допустим, такой проект, это как раз финансируется, не знаю, в Германии как. В Германии финансируются городские партнерские проекты, допустим, поездки какие-то представительских делегаций. Ну и вот такие исследовательские, такие музейные проекты. Да, И вот, спасибо. допустим, виртуальные. Да, я думаю, что мы сможем с вами обсудить какие-то возможные варианты, потому что сейчас и различные мультимедийные выставки, это можно подготовить, есть материал. Да, и у нас контакты есть, я думаю, что мы сможем обсудить. И у нас есть представители муниципальных музеев, потому что, скажем, в той же Воркуте, да, где трудармейцы работали, и тоже можно будет подключить коллекции наших муниципальных музеев. Ну, то есть это может действительно получиться такой проект мультимедийный, вполне это реально. Да, спасибо большое. И, конечно, вот в Германии есть такие проекты, которые поддерживают молодых людей. Молодые люди тоже, образованные молодые люди, интересуются их истоками. Это удивительно, что у внуков вот эти травматические переживания все еще очень важны, они осмысливают корни. И есть такие вот также проекты, когда допустим, посылают как бы фоторепортеров или городских репортеров, которые описывают другую страну, жизнь в другой стране. Ну, вот в Восточной Европе такие вот есть проекты. И вот, допустим, сейчас у нас одна российская немка на несколько месяцев находится в Одессе и описывает делает репортажи, и это все финансируется с немецкой стороны. И
Да, спасибо. Надо, конечно, собирать воспоминания, потому что уходит, и надо, чтобы оставались эти воспоминания. Да, Да, спасибо спасибо большое. большое за выступление. Да. Так, следующий докладчик Филимонов Максим Андреевич, сотрудник отдела истории Национального музея Урбаноним и Сыктывкара в контексте городской культуры. Максим Андреевич. Ну, немножко прошу прощения за отступление, наверное, от генеральной линии этой конференции, это визуальные тексты. Ну, так или иначе, мне есть о чем рассказать про городскую культуру. Мне только хотелось бы узнать право-влево, да? Все правильно? Отлично. Неофициальные названия внутригородских объектов достаточно прозаичны. Они вплетены в социокультурный ландшафт города и используются в повседневной жизни людей каждый день практически. Город хранит прошлое и является актуальным пространством для жизни, поэтому постоянно изменяется. И горожане, и всевозможные сообщества в результате коммуникации в городе формируют современную культуру, в которой определенное место занимает вот неофициальное название внутригородских объектов. Существует достаточно широкий спектр литературы, посвященной этой теме, научные статьи, но в том числе и научно-популярные издания, которые содержат накопленные вот как раз эти неофициальные урбанонимы. В частности, и последний, да, словарь неофициальных топонимов Смоленска. Здесь нужно отметить, что город, собственно, в моей интерпретации является динамичным лингвокультурным пространством, в котором постоянно происходят эти коммуникативные процессы, общения, и на их почве появляются такие наименования различные. Стоит сказать, что предметом, получается, моих изысканий является неофициальное название и городских площадей, улиц, районов, различных мест, которые употребляются в повседневной речи обитателей города. Собственно, топонимика занимается этим делом, интегральная научная дисциплина, которая состоит из географии, лингвистики и истории, да, и это несколько такой междисциплинарный подход в топонимике, но так или иначе хотелось бы дать определение тому понятию, которое сложно выговорить в названии моего доклада – урбаноним. Да, это вид топонима, собственное имя топографического объекта внутри города. И тут интересный факт, то, что мысль, связанная с анализом в постсоветском пространстве России, породила очень много разных понятий и терминов. Это, видимо, отражает как раз то, как это развивалось, потому что существуют и локализмы, и регионализмы, микротопонимы, топоним прозвища и урбанонимы. То есть такой большой спектр. Это отражает то, что локально в разных районах России возникла потребность в осмыслении вот этого пласта культуры, судя по всему. И хотелось бы отметить некоторую разделительную линию между официальными и неофициальными топонимами. Официальные утверждаются государственными органами, существуют государственные каталоги, в которые входят эти наименования, систематизируются в соответствии с структурой города, в отличие от неофициальных, подлежат регистрации, учету, да, и отражают государственную идеологию и мемориальную политику. Соответственно, в связи с тем, что многие наименования связаны с государственными деятелями, важными именами для общества и культуры. И, конечно же, они используются в делопроизводстве, в различных юридических документах и так далее. Неофициальные урбанонимы в этом смысле – это название всех внутригородских объектов, которые не закреплены в официальных картах, документах и не входят в эти государственные каталоги. И я хотел бы представить на основе такой лингвокультурной типологизации неофициальное название города Сыктывкара. Это небольшой список. Здесь мы видим, да, эллипсизация, прием такого сокращения, Кировский, Куратово, Октябрьский, бесконечное множество, да, таких вариантов. Универбация, когда из таких словосочетаний возникают такие названия, как Лесик, Гарик, Басик, Гостинка.
Интересно то, что рядом торговый центр «Гостиный двор» в Эжве, рядом есть как бы прием метафоры, конюшня на основе визуального, как бы, вот этого визуального, ну, собственно, вида, да, этого места, ну, Тинтюки, коммуна и другие, в общем-то, примеры. Ну, и мы видим, да, к сожалению, сегодня не существующий как раз кинотеатр. И еще ряд, да, вот таких интересных топонимов неофициальных. Ну и, как я уже сказал, существуют метафорические. Это свечка. Вот, многие участники конференции были в этом здании как раз. Петушки – это комплекс зданий, которые визуально напоминают гребешки, да, петушиные. Три пера. Монумент трудовой славы, который имеет и другое еще, да, кольцо, наименование, рога или прищепка, памятник строителям ЛПК в Сыктывкаре, в Ажитском районе. Ну, в общем-то, да, ну и мы видим как раз петушки. Фотография. Встречаются метонимии. Это достаточно тоже большой пласт. Это башня. Мы видим то, что раньше назывался клуб башня, а теперь место. Да? Вот такой принцип появления. Рынок у верблюдов, место, где происходит такой выпас верблюдов предпринимателям на въезде в Сыктывкар. США, самый шумный аэропорт, это жилой район. Но интересно, что есть те урбанонимы, которые используются редко, и их вот в словарях часто в сборниках так и, собственно, упоминают. Это связано с трансформациями в городе, которые, ну, о которых я еще немножко скажу. Мы видим прекрасного верблюда сыктывкарского. Оценочные, да, мы здесь переходим уже от такого лингвистического уже к культурологическому больше, да, оценочные неофициальные урбанонимы – это те, которые оценивают, да, каким-то образом выражают отношение, имеют часто отрицательную или ироническую семантику, да, смысловую подоплеку какую-то. Ну, вот Карла Марла, Кочман Сити. Ну, здесь интересный пример, как, вписывая какой-то в глобальный международный контекст небольшого местечка, происходит вот такой иронический тон. Ну и, да, вот связанное, да, с последним неофициальным урбанонимом фотография. Существует неофициальное название памятников, и тут они очень такие ионические. Я подозреваю, что это связано именно с исполнением, с внешним видом. Это подтверждает вообще-то и появление наименования «Гармонист без гармошки». Именно это тоже завязано на визуальном, как бы, ну, мужик с рюкзаком, да, памятник Владимиру Ильичу Ленину. Я думаю, что это скорее не оскорбляет человека, да, которому поставлен этот памятник, а, наверное, вот как раз какие-то акценты иронические расставляют вот в визуальном тексте. И мы видим дом Никаликовой, да, памятник. Глобальные неофициальные названия. Интересно, что в городе Сыктывкаре их очень много. Это связано не только с постсоветской культурой, но и советской, потому что такой воображаемый Запад, предвкушаемый во многих молодежных культурах, он существовал. Вот могу как раз-таки одноименную книгу, да, напомнить, воображаемая, да, Запад, известного достаточно культуролога. Ну и здесь мы видим Биг Бен, часы, которые располагались на площади, где было разбито новое место, да, новые вот пространства для прогулок. Интересно, какое новое наименование будет и останется ли это, я думаю, вряд ли. Пентагон, Куба. Куба тоже это уже не использующееся наименование, то есть оно, собственно, ушло в историю, так скажем, место вот сбора субкультур в Эжинском районе определенное. Вот Сайгон, Китайская стена на основе тоже визуального как бы образа вот по Слободы 10 здания. Западный Берлин, у многих этих есть как бы такой мифологический городской текст в основе этих названий. Ну, можно позже только остановиться, да, конкретно. И хотелось бы отметить некоторые важные составляющие, элементы вот, существования этих неофициальных названий. Это, конечно же, городское пространство, которое выступает культурным контекстом речевой деятельности. Это сама устная речь, в которой циркулируют неофициальные урбанонимы. И, конечно, городское сообщество, которое очень такое фрагментарное, она дробится на разные социальные группы, но вот созидает эти
неофициальные урбанонимы. И некоторая характеризация, да, этих наименований, номинаций. Они появляются спонтанно, также быстро они уходят из речи. Экспрессивность, оценочность, краткость, да, вот, какие-то конкретные места в городском пространстве, обозначают социальный контекст, социальный смысл. Партиципация, то есть значит то, что они существуют только в ситуации совместного творчества граждан. То есть они, горожане, вместе придумывают не анонимно, да, не специально, как бы, а вот в процессе общения. Идентификация, включение тех, кто обладает словарем, базовым каким-то словарем неофициальных названий, и тех, кто им не обладает. И, конечно же, это массовая культура, часть массовой низовой культуры, которая существует в городском. Есть несколько причин, да, проявления этих наименований. Это языковая экономия, реакция горожан на идеологические какие-то моменты и официальные наименования, которые кажутся неподходящими. Ну и, конечно, освоение пространства, потому что все государственные наименования, которые существуют в городе, название улиц и так далее, у горожан есть потребность, согласно многим статьям, именно в освоении. Это происходит именно как раз в результате переименования такого неофициального освоения, то есть это пространство, которое как бы свое, наше, повседневное, в котором мы каждый день существуем. Городское пространство Сыктывкара и официальное, и неофициальное, так скажем, существует в 3 культурных прослойках. Да? Это этничность, советское наименование и советская культура, и космополитизм, появившийся в постсоветское время в результате и в том числе бизнеса, да, прихода бизнеса в эту пространство. И в завершение хочу пояснить, да, некоторые характерные черты неофициальных урбанонимов города Сыктывкара. Это иронический сниженный тон многих из них. Они отражают вот как раз черты вот провинциального сознания и вписывания в глобальный какой-то контекст. Интересно, что вот Биг Бен и все эти наименования имеют иногда поддержку у бизнеса, у строителей. Мы видим комплекс Лондон, который появился, Петергоф, Прага и многие другие. Они как бы подлавливают вот этот вот момент. Ну и частая сменяемость. И здесь в завершении я хотел бы пояснить то, что это, ну, такая этнографическая проблематика. Дело в том, что, ну, неофициальные урбанонимы, они очень быстро исчезают, и невозможность какой-то фиксации, кроме интернета, да, является краеугольным камнем вот этой проблематики. Город является живым организмом, и вот в результате не только трансформации самого города и каких-то мест, как в случае с Биг Беном, да, вот этим местом, но и изменения поколенческие, изменения самого городского сообщества, они вот быстро вымывают неофициальные урбанонимы. Но существует несколько способов такой мемориализации этой сферы. Это сборники, да, вот в том числе вот в таком виде создание некоторых карт, да, таких этого социокультурного такого прослойки пространства города. Или, ну, интересным, дерзким, творческим представляется опыт вот в музейном пространстве, попытки репрезентации внутригородских объектов, которые были наречены горожанами и обрели новые альтернативные культурные смыслы. Спасибо большое за внимание. На этом мое выступление завершается. Недавно у нас появилась стена Цоя. Да. Мало у вас все равно было вариации. Да. Спасибо. Вячеслав получается. Вячеслав получается. Сегодня говорила фотография Национального музея Республики Флорида. Здравствуйте всем.
Мой доклад называется «Видеозарисовка как способ визуализации народных традиций в мультимедийном пространстве Национального музея Республики Коми». Ну, начну я с того, что музей... Куда нажимать? Сюда. Сюда. Всё. Что музей, в первую очередь, мы привыкли даже с древнегреческого, это дом муз, учреждение, которое в первую очередь занимается сбором, изучением, хранением, экспонированием предметов, памятников естественной истории, материальной и духовной культуры. Главная ценность музея, безусловно, это коллекции. Ну и, конечно же, люди, сотрудники музея. Также немаловажная функция музея – это просветительская и популяризаторская деятельность. Сейчас музей, как уже много говорили, это больше, чем музей, и даже ежегодная Ночь музея в 2021 году получила такое название. В музее создается особая атмосфера, особый диалог, в которую погружаются посетители, посещая музей, рассматривая подлинные экспонаты, узнавая историю, возможно, какого-то даже одного предмета, чувствуя энергетику вещи, взаимодействуя с экскурсоводом, человек получает нечто большее, чем просто информацию. В музей приходят семьи, проводят не только досуг свой интересно, но и знакомятся с культурным и историческим наследием региона. В отделе этнографии В отделе этнографии мы знакомим посетителей с традиционной культурой Коми-края через сказки, народные праздники, мастер-классы по традиционной игрушке. И на сегодняшний день, как мне кажется, не менее актуально остается вот эта задача, чтобы привить детям любовь к традиционной культуре, познакомить ее истоками, обычаями, традициями, обрядами, потому что без этого просто невозможно воспитать человека, который любит свою родину. И из года в год все формы работы, которые мы в музее проводим, это и экскурсии, и мастер-классы, и квесты, и праздники, они пользуются неизменной популярностью. Однако в 2019 год он внес свои изменения, поправки, так сказать, в том плане, что музей оказался без посетителей. То есть без той формы работы, как вот мы привыкли общаться. И сразу же, получается, встал вопрос, как не потерять посетителя. И, конечно же, все сотрудники Национального музея, ну и всех музеев, я думаю, России, они окунулись с головой в онлайн-проекты. Стали писать статьи, хотя и до этого, конечно, у всех музеев уже много-много лет есть и социальные, то есть странички в социальных сетях, сайты. Но вот во время пандемии это, конечно, получился прямо целый бум. И, конечно же, то есть всем нам поставили такую задачу, надо что-то выставлять. И что выставлять, это был вопрос. И первое, что как бы было на поверхности, это то, что можно экранизировать экскурсии. Но опять же, как? Насколько это возможно? И вот у нас в отделе этнографии родилась такая история, что можно экранизировать экскурсию «Лесные байки». И мы записали «Лесные байки» именно как в виде сказки, то есть будто как сказка, телевизионная сказка. Получилось интересно, был большой отклик. Можно видеть на слайде, сколько просмотров набрали «Лесные байки», рассказы про Верса. Верса – это леший по Коми. Да, то есть именно про него рассказ был. И единственное, что когда мы начали так работать, возникли многие моменты, которые мы просто даже не могли учитывать, поскольку не имели опыта. Да? То есть, во-первых, мы записывали без микрофона. И оказалось, что когда человек прослушивает, особенно, например, через ноутбук, то совсем не слышно человека, да? Даже если я как бы говорила громко. Все эти моменты мы учли. Сказку уже легенду о Пьяном море. Причем у нас так совпало, что именно этот сюжет о Ермуке, он совпал с акцией Министерства культуры Республики Коми, где Ермолка была реально, поэтому у меня здесь стоит две цифры просмотров. 74 просмотра – это на страничке ВКонтакте нашего музея. Ну а с учетом того, что этот ролик был размещен на страничке и Министерства культуры, ролик набрал 2169 просмотров. На тот момент это был своеобразный рекорд музея по количеству просмотров ролика.
Здесь уже мы учили, что нужно записывать в микрофон, использовали петличку, но опять же возникли сложности в том, что петличка, она записывает все звуки, которые есть, да? Там получилось очень такое большое шуршание, шипение, все это пришлось как-то вот так вот нивелировать звуками птиц, чтобы это нужно было слышать, да? То есть, опять же, мы вот как бы снимаем, вроде бы нравится. Хочется дальше снимать, что и как. И, конечно же, дальше у нас уже пошли идеи именно выше, как бы по праздникам, которые у нас идут по годовому циклу. И следующий у нас был праздник – это Рыбный день, День рыбака. И ко Дню рыбака мы сняли, перескочила, сняли ролик про черенянь, то есть как испечь традиционный коми-пирог. Тут мы решили, чтобы уже не думать о звуке, да, и с петличкой не мучиться, особенно очень трудно монтировать, чтобы звук совпал с петличкой, помимо того, что она шумит очень сильно, да, просто сделать на музыку, да, то есть просто музыка, и я показываю, как, значит, испечь традиционный коми-пирог. Тоже, в принципе, понравилось, но как будто бы чего-то не хватает, опять же, то есть как бы когда со звуком сложности записывать, когда без звука только мелодия, тоже как будто бы что-то не то. И уже потом дальше мы стали снимать, уже подключился к нам не только то есть этнографический отдел, к нам подключился отдел культурно-образовательных программ, потому что мы вместе традиционные праздники проводим, и мы уже начинаем снимать именно праздники. И у нас есть экскурсия такая, рождественские посиделки. И опять же в целях рекламы, для того, чтобы привлечь посетителя, то есть к нам в музей на этот праздник, мы снимаем ролик «Пришла коляда накануне Рождества». Здесь уже вопрос был в том, что как будто калядовщиков надо изобразить, где взять актеров, да, опять же, то есть вдвоем калядовщиков изображать вообще как бы маловато будет, да, и мы включаем всех возможных сотрудников музея, то есть смотрителей, уборщиц, то есть из соседних отделов, то есть кто может, пожалуйста, приходите и помогите. И, в принципе, тоже с энтузиазмом люди снимались. И здесь уже вот в этом ролике, поскольку хочется добавить текста, у нас пошли такие текстовые вставки, именно целиковые, то есть у нас картинка и текст пояснения, то есть, да, чтобы, опять же, хотя вроде бы и все понятно, но вот вспоминая еще о том, что у музея есть особые посетители, и у нас в музее есть эта форма работы, как бы инклюзия с людьми с особенностями, да, опять же, когда вот идет либо закадровый текст, либо просто текст, ты говоришь, человек, который слабослышащий, он просто, не слышит этого текста. А когда он видит картинку, он может прочитать, то есть как будто более общедоступно становится. И дальше мы сняли ролик, потом уже «Заклички весны» или «Новые приключения Кати и Юли». Такое название оно получило. Это уже про Евдокию, то есть мы пошли уже по праздникам, которые мы в музее проводим. И здесь тоже как бы уже, чтобы как это подать, у нас здесь история идет с волшебным клубочком, который нас как бы отправляет в прошлое, и мы там узнаем, как же люди готовились к весне, как они вообще зазывали. То есть мы всех призывали зазывать весну. Это было в конце марта, когда у нас здесь стояли такие жуткие морозы, и солнцем даже не пахло. И вот после ролика, вы не поверите, весна пришла. И вот последний, нет, не последний, это еще предпоследний ролик, это уже потом, конечно, Светлое Христово воскресенье, про Пасху. Рассказываем мы здесь, знакомим, какими способами красили яйца, то есть вот это показываем. И тут уже тоже вот мы уже сохраняем вот этот формат, когда у нас идет картинка и текст, потому что он действительно очень удобный. Единственное, что хотела еще отметить, что вот если, например, в роликах про сказки музыкальное оформление, мы брали там композиции наших вот республиканских ансамблей. То есть у нас там был, например, Пелеш Моульяс,
Зарни Ань, то уже вот в этих последующих роликах у нас уже музыкальное оформление идет уже как бы с разной музыкой. Возможно, это такой есть минус, но поскольку хотелось бы вот именно коми-музыку бы тоже как бы транслировать, потому что когда даже вот человек смотрит ролик и слышит вот эту вот музыку национальную, он как будто бы опосредованно тоже к этой культуре приобщается, да. Но, к сожалению, вот незнание мной коми-языка и о чем песня, да, это вот такие сложности есть, чтобы вот именно взять именно коми-песни, чтобы они были правильно по смыслу. Ну и вот последний ролик — это у нас «Зеленые святки», посвящен празднику Троицы. Тоже здесь мы привлекли всех смотрителей и рассказывали именно, как украшали дом, что как гадали девушки с помощью венков. Вот про это мы рассказали. В принципе, тоже просмотров меньше, конечно, чем у сказок, но тем не менее все-таки люди смотрят. Отзывов, правда, пишут мало. Количество лайков что-то я тоже не посчитала, сколько поставили. Но вот все-таки думается, что вот такая форма работы в музее, она должна быть, имеет место, поскольку она интересна людям, а ее можно использовать не только как в целях рекламы, но и как вот в целях, так скажем, познавательных, потому что люди, они действительно узнают вот традиции, которые вот были в Коми-крае. И, конечно же, то есть, чтобы не быть голословной, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, я предлагаю вам посмотреть наш ролик «Заклички весны» или «Новые приключения Кати и Юли». Звука пока нет. На улице минус
Ну, стоите. Можно просто все. Да, есть ли вопросы к Екатерине? Где дальше? Мы, конечно, Да, спасибо, Екатерина, за такое живое погружение в форму работы отдела фотографии. Мы продолжим нашу работу и напоминаем о регламенте выступлений. 10 минут мы Екатерине позволили чуть больше, но вот помните, пожалуйста. Следующее выступление – экспедиционная повседневность, фотография из фонда Национального музея Республики Коми. Приглашаем Родова Семена Анатольевича, заведующего сектором документальных источников отдела фонда Национального музея, содокладчик Лакитина Надежда Александровна, научный сотрудник отдела археологии Института языка, литературы и истории Коми-научного центра. Здравствуйте. Да, Надежда Александровна, содокладчик мой сейчас находится на лекции, он просто позже подойдет, поэтому я доложусь один как докладчик. Начать нужно с того, в первую очередь, что тема нашего доклада – экспедиционная повседневность. Да, почему мы термин взяли в кавычки? Потому что это термин еще не устоявшийся в науке, мы посчитали необходимо взять его в кавычки. Вот. И интерес к повседневности вообще как к феномену, он формируется, можно сказать, в 20 веке, и существует много различных видов повседневности. Это и экстремальная повседневность, да, которая относится у нас к войнам, к каким-то конфликтам. Это история повседневности в целом. Культура повседневности даже. Вот. Изучают повседневность у нас философы, социологи, историки, культурологи. Вот. И в данной связи нужно отметить, что Альфред Шюц, это австрийский социолог, он определял повседневность как одну из сфер человеческого опыта, характеризующуюся особой формой восприятия и осмысления мира, возникающей на основе трудовой деятельности. И повседневная жизнь, она у нас все-таки находит свое отражение и в человеческом опыте, трудовом, в первую очередь, опыте семейном, опыте коммуникативном и другом. И одновременно также обогащает его, да, формирует его. Повседневность, определение повседневности – это обыденность, да, то есть это обыденность, которая долгое время не попадала у нас в сферу научных интересов, а когда она попадала в сферу научных интересов, ее изучали именно по нарративам, да, по каким-то, по текстовым источникам, по воспоминаниям, а именно сами визуальные источники, они привлекались у нас уже как вспомогательные в основном. И, соответственно, мы с вами можем говорить, мы в своем докладе говорим сейчас именно об экспедиционной повседневности, да, потому что можно рассматривать повседневность как экспедиция может быть у нас археологической, она может быть геологической, да, этнографической, туристической. Вот. И мы в этом докладе рассматриваем именно экспедиционную повседневность. Да. Что же такое экспедиция? Да, у нас экспедиция – это, если мы берем энциклопедическое определение, это путешествие с какой-то специальной целью, научной или военной, да, или другой целью. И очень часто это не просто научная работа, да, это достаточно суровые условия труда, именно труда, потому что это трудовая деятельность, да, мы говорим о повседневности. Вот. Труда, в первую очередь, физического труда. И, как я уже сказал, экспедиции бывают разные, но в сферу наших интересов попадает сейчас именно экспедиции археологические. Почему я об этом говорю? То есть я сам долгое время ездил в археологические экспедиции, а Надежда Александровна занимается у нас как раз этим по роду своей деятельности, она профессиональный археолог, да, получается. И нужно еще поговорить о двойственности феномена, да. С точки зрения обыденности, да, экспедиция – это выход за определенные рамки. И в экспедицию человек едет, и он попадает из повседневности своей одной, обычной для него, и, собственно, в экспедицию, да, и там формируется эта повседневность. Для человека нарушается привычный порядок его жизни,
как раз формируется этот сам замкнутый мир экспедиции, да, человек попадает как раз в другую культурную практику, можно сказать. Человек живет не в квартире, привычной для него, он живет в палатке, как мы знаем, да, либо в другом доме каком-то. Готовит он не на плите, он готовит на костре, общается он с определенным ограниченным кругом людей, в первую очередь. То есть археологическая экспедиция у нас полностью подпадает и полностью соответствует определению повседневности, поскольку это трудовая деятельность. Да? Еще одним критерием, подтверждающим, что археологическая экспедиция относится к повседневности, является ее цикличность, ее повторяемость, да? Воспроизводимость. Мы можем говорить, что меняются технологии, меняются материалы, да, и материалы, например, изготовления той же самой палатки меняются. Если раньше это был брезент, сейчас это материалы с высокой степенью водонепроницаемости. Меняется сама структура этой повседневности экспедиционной, археологической, она не меняется. И этот тезис основан на концепции Анри Лефевра, это французский социолог, один из первопроходцев и в критике повседневной жизни. Как раз он и говорил, что суть повседневности всегда заключается в повторяемости. И, собственно говоря, от проблем теоретического изучения экспедиционной повседневности мы с вами переходим к теме доклада. В этом докладе мы решили рассматриваем экспедиционную повседневность как раз в фотографиях из фондов Национального музея Республики Коми, которые относятся к периоду 1960-1970-х годов. И особенности фотографии, как источника по экспедиционной повседневности, это в первую очередь малочисленность, если мы говорим о фотографиях этого периода, 60-е годы, либо многочисленность, если мы говорим о современности. Но про современность мы не будем сейчас, потому что это не является темой. Это в другом докладе можно рассмотреть. Методы изучения фотографий как исторического источника, они разработаны давно, используются уже давно. И актуальность темы этой, она подтверждается все возрастающим интересом повседневности, да, то есть именно археологической или исторической. Это труды доктора исторических наук Татьяны Ивановны Чудовой. Вышла книжка «Путешествие в прошлое». И не так давно вышла статья, либо готовится к выходу статья о питании в экспедиции, о пище в экспедиции. Это кандидат исторических наук Марк Михайлович Шахнович, это Карелия. Собственно, к фотографиям, да, рассматриваем. В основном мы с вами имеем всегда рабочие кадры. Почему эти кадры? Фиксируются рабочие кадры в экспедиции. Почему? Потому что ранее, если мы говорим об этом периоде, количество пленки было ограничено, собственно говоря. И само умение фотографировать на пленочную технику, оно являлось, не скажу уникальным, нужно было уметь фотографировать. Не сейчас, как если мы берем фотоаппарат цифровой, в режиме авто мы это делаем. В рассматриваемый период фотографий, связанных с повседневностью, десятки, может быть, далее это количество возрастает в геометрической прогрессии, когда мы переходим с вами от современной техники. И источник, собственно говоря, становится уникальным. Да? Только на основании фотографий мы с вами не можем изучить экспедиционную повседневность. Нужно с вами привлекать другие источники. И как раз проблема повседневных фото в экспедиции – это незнание контекста. Если кадр у нас не рабочий, а повседневный, да, сейчас мы к этому перейдем, то если вы не знаете контекста, не сможете понять суть этого источника и суть объекта, например, даже изображенного на фотографии, или суть действия, движения какого-то. И сложно изучить определенный вид повседневности, не являясь ее носителем, собственно говоря, если вы не являетесь археологом, либо если вы не работаете в экспедиции, не попадали туда никогда. И так как контекст у нас может быть неизвестен, он либо интерпретирован неправильно. Итак, что же все-таки можно изучить по фото в повседневности? Да, отсюда мы переходим с вами как раз к конкретике, к самим фотографиям. И еще раз сделаю акцент на том, что важно как раз комментировать и интерпретировать этот визуальный источник, да, если мы говорим на примере экспедиционной повседневности, это любой визуальный источник. Вот, собственно говоря, эти кадры, первый кадр, да, он не повседневный, он в первую очередь рабочий. Почему он рабочий? Он делается для отчета археолога, да, который потом отправляется в Министерство культуры, например. Вот. Но при этом он тоже может дать нам сведения свои, да, о повседневности. То есть мы видим, что есть определенная форма, да, это раскоп, если вы знаете. Вот это как раз археологический раскоп. Его форма, если говорить о цикличности, не меняется от сегодняшнего дня. Вот если бы я сейчас дал еще фотографию, это просто современную повседневность мы рассматриваем в другом докладе. Он не меняется, форма раскопа не меняется. То есть это у нас раскопки поселения энолита бронзы на реке Ижма, это близ деревни Галова, 66-й год. Далее, да, здесь мы видим
что фотографии раскрывают нам детали этой самой повседневности. Вот студентка КГПИ Зарочийско-культурного слоя, это стоянка Бызовая, знаменитая стоянка, где были найдены останки древних животных, да, в том числе мамонта. И вот здесь мы видим, что рабочие элементы у нас тоже не меняются. Вот справа я дал элемент, это рабочий совок. Собственно говоря, сегодня они тоже используются, да, у нас такие совочки. То есть повседневность транслируется. Дальше. Далее, значит, вот знаменитый тоже кадр, недавно попал в фонды нашего музея. Это доктор исторических наук Элеонора Анатольевна Савельева и участник экспедиции как раз со знаменитой находкой чаши из капа, которая хранится у нас, не здесь у нас она находится. Вот, это знаменитая находка, это дерево. Вот, и здесь мы видим, что как раз транслируется у нас тоже повседневность. Мы видим, это тоже кадр, не являющийся рабочим, да, но при этом он фиксирует для нас важность этой находки, да, если мы можем об этом сказать. Вот эти вот элементы, кисточки, да, которые мне зачем-то, если подумать, то не обязательно было, например, расчищать его кисточки, потому что объект уже, то есть он уже очищен, да, видимо, это делалось для как раз фиксации этого кадра. Далее мы с вами можем видеть не просто элементы повседневности, да, даже, а полноценный источник, который у нас фиксирует структуру этой повседневности. Если можно сказать, археолог в естественной среде обитания. Да, вот мы видим, что здесь у нас члены Печорского археологического отряда как раз у входа в знаменитую Медвежью пещеру, коллекция которой хранится у нас в Национальном музее. Здесь начальник Печорского археологического отряда Вячеслав Ильич Коневец, да, он справа, слева стоит, крайне слева. И члены археологического отряда как раз сфотографированы в рабочей одежде. Мы можем видеть, как выглядит археолог, да, или как он выглядел тогда. Далее, значит, мы видим с вами транспорт, который использовался, да, это вертолет Ми из ранних серий. Далее мы с вами можем видеть, что происходит при заброске, например, в тундру, да, то есть как раз археологический отряд забрасывается в тундру. Здесь у нас вещи, да, видим сами археологи, опять же Вячеслав Ильич Коневец слева. На следующих фотографиях мы тоже можем с вами видеть, как выглядит археолог, на чем передвигались в то время археологи, да, это 62 год, они сплавлялись, например, вот на таких лодках. Далее вот элементы как раз повседневности в посуде, да, например, вот чайничек стоит, можем видеть. Вот как выглядят археологи, это тоже Вячеслав Валерьевич Лузгин, начальник отряда, который как раз занимался обследованием территории Верхней Печоры и Ижмы, да, он на Ижме работал. Таким образом, дальше просто пролистаю, покажу, я еще укладываюсь там. Вот. Таким образом, мы с вами можем видеть, что экспедиционная повседневность у нас фиксируется в ряде фотографий из фондов Национального музея. И феномен повседневности, он у нас интересен и может быть рассмотрен, начиная от хронологических рамок до рамок тематических и рамок территориальных. То есть мы дальше можем рассматривать его по этим критериям. Тема эта очень обширная, требует дальнейшего изучения. И к повседневности в экспедициях, надо сказать, что обращаются чаще всего по воспоминаниям, по мемориальным каким-то данным. А гигантский пласт как раз источников у нас не рассматривается, как раз визуальные источники, которые сами не интерпретируются, не фиксируются. Здесь, кстати, вот структурирование пространства, да, мы с вами можем видеть. Это рабочая зона, то есть само пространство в экспедиции, оно структурируется определенным образом, и который подвержен каким-то правилам и законам. И кроме того, хочу отметить, что важно уже сейчас фиксировать и фондировать визуальные источники об экспедиционной повседневности и как раз экспедиционной повседневности в современности, да, как раз для формирования будущей источниковой базы. Вот. Рад буду ответить на вопросы, если возникли вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо, Семен Анатольевич. Очень познавательно. 15 минут. Извините, перебрал. Следующее выступление «Где музыка парно звучит. Судьба и наследие ученого-фольклориста и композитора Чисталева». Шахова Лариса Васильевна, научный сотрудник литературного музея города Сочи. Пожалуйста.
Уважаемые коллеги, как вы думаете, когда мы с вами организуем кофе-паузу? Добрый день, уважаемые гости, коллеги. Итак, в феврале этого года в Литературном музее Ивана Алексеевича Куратова была открыта выставка под названием «Пой, моя Парма». Да, как раз вот в презентации вы видите архивные материалы Прометея Ионыча Чисталева, которому была посвящена выставка. Посмотрите, да, которые были представлены на выставке. Итак, жизнь любого народа неразрывно связана с окружающим миром. Парма, лес, тайга была местом обитания, существования коми-человека. Недаром говорят «коми морты для парма, до лангажис, рытья мойдес и асьявытес». Лес для коми – это и радость, и вечерняя сказка, и утренний сон. И одним из проявлений художественного творчества человека Пармы является музыкальный инструментальный фольклор. Впитывая звуки окружающего мира, коми создали мелодии, воспевающие любовь и красоту, мужество и юность, наполненные радостью, печалью и душевной теплотой. И одним из исследователей коми-музыкального фольклора является ученый и композитор Прометей Ионыч Чисталев. Его деятельность положила начало изучению коми-песенной традиции, народного инструментария, и именно Прометею Ионычу посвящена данная выставка «Пой, моя Парма». На выставке были представлены музейные материалы архива Прометея Чисталева. Кстати говоря, впервые Чисталевский архив поступает в фонду музея в 1996 году. Это более 2000 единиц хранения. И передала их вдова Прометея Ионыча Тамара Алексеевна Чисталева. Были представлены фотографии, письма, рукописи статей, экспедиционные дневники, и основными экспонатами выставки стали коми-народно-музыкальные инструменты и его кандидатская диссертация под таким же названием с уникальным фотоматериалом музыкальных инструментов и исполнителей на них. Для более детального эмоционального погружения в мир музыки прекрасным дополнением выставочного пространства стали музыкальные аудиозоны. Каждый выставочный стенд был снабжен QR-кодом, позволяющим услышать звучание коми-инструмента, народной песни и музыкальных произведений Прометея Чисталева. Данные звукозаписи были предоставлены сектором фольклора Института языка, литературы и истории Коми-научного центра. Ну и также на выставке вызывали интерес семейные видеозаписи изготовления народных музыкальных инструментов Василия Алексеевича Шахова, уроженца Усть-Куломского района Республики Коми. Выставка «Пой, моя Парма» состояла из 2 разделов. Материалы первого раздела рассказывали о жизненном пути талантливого композитора и ученого-фольклориста. Прометей Ионыч Чисталев родился в феврале 21 года в поселке Нювчем в удивительно талантливой творческой семье общественного деятеля и коми-поэта Иона Тимофеевича. Мама Елизавета Александровна всю жизнь проработала учителем, более 40 лет отдала школе. Прометей Чисталев после окончания школы отучился на физико-математическом факультете Коми-пединститута, работал он учителем физики и математики в разных школах, но математика совершенно не стала его призванием, тянула к себе, конечно же, музыка. И в 1949 году Чисталеву была написана первая песня на слова сказительницы Маримяны Голубковой. Песня называлась «Сталин величальный». Величальная Сталина, но впоследствии эта песня, название было переименовано «Величальная Москве». И эта песня получает первую премию на республиканском конкурсе на лучшую массовую песню. И сразу же вошла в репертуар различных ансамблей республики. И вот такой успех окрылил ее автора, подтолкнул к созданию новых музыкальных произведений. Естественно, требовалось совершенствование композиторского мастерства. Именно поэтому, будучи уже преподавателем в Сыктывкарском музыкальном училище, одновременно Чисталев становится студентом по классу баян. Уже в 1969 году был принят в члены Союза композиторов.
За свою композиторскую деятельность Чисталевым было написано более 200 песен, романсов, музыкальных произведений для детей, музыкальных пьес. И многие из его произведений приобрели поистине всенародную любовь, и некоторые его песни можно было услышать на выставке благодаря QR-коду, насладиться звучанием этих песен. Интерес к народному песенному творчеству вызвал стремление заниматься научно-исследовательской работой. Чисталев вместе с другими фольклористами взялся за изучение традиционной коми-песенной культуры. И на выставке были представлены страницы из экспедиционных дневников, колоритные фотографии исполнителей самодеятельных коллективов из разных районов Коми СССР, в том числе научные статьи Прометея Ионыча. И собирая коми-музыкальный фольклор почти 2 десятилетия, Чисталев побывал в десятках экспедиций, и в одном из своих путевых заметок он отметил: «Я, видимо, настолько предан народной песне, что исполнители еще и днем, и ночью». И вот собранные материалы песен и традиции Вычегды, Выми, Ижмы, Печоры, Удары вошли в фундаментальный 3-томный свод «Коми народные песни». Мы тоже в презентации видели. И вся музыкальная часть была подготовлена как раз Чисталевым, и свод был удостоен государственной премии Коми СССР. Еще добавлю, что на выставке был представлен еще один фундаментальный труд. Это коми-народные танцы. Этот труд был сделан совместно, создан совместно с преподавателем Московского института культуры Игорем Скляром. И эта книга уже вышла после смерти Прометея Ионыча Чисталева. И здесь в этой книге расшифрованы бытующие танцы, прелюзия, смысл, вычегды, данные графические схемы раскладки, фотографические изображения танцев. Ну, на сегодняшний день эта книга, конечно же, является уникальным изданием. И, кстати говоря, в архиве Чисталева сохранились фотографии со сценами исполнения различных танцев фольклорными коллективами, которые также вошли в эту книгу. Бывая в разных селах и деревнях, Прометей Чисталев обнаружил национальные музыкальные инструменты, неизвестные другим исследователям, детально описал их вид, звучание, назначение и сформировал уникальную коллекцию из 200 народных инструментов. По данной теме в 1974 году Чисталев уже защитил кандидатскую диссертацию. Эта диссертация хранится в фондах нашего музея. Действительно уникальный экспонат. И диссертация стала главным экспонатом 2-го раздела выставки. Этот раздел у нас располагался в водном зале нашего музея, в соседнем зале, коми в семье финно-угорских народов. Можно включить 2-ю презентацию. И там не нажимать. Стрелочку, да? Пойма и Парма — это 2-й раздел. Как раз вы видите планшеты. И здесь мы в стеклянных витринах показали еще и музыкальные инструменты из фондов нашего музея. Они были переданы научным центрам. Так. Вообще диссертация состоит из 3 частей. И в диссертации есть уникальное приложение с фотографиями инструментов и народных исполнителей. Вот как раз мы здесь видим примеры ударных инструментов. Вот, например, пу-барабан, да, мужчина держит пу-барабан. Но в основном поначалу их использовали, конечно, ну, например, пастухи, постукивая деревянными палочками по деревянной дощечке. Таким образом они созывали, напоминали хозяйкам о выгоне скота. Вот, например, вот это здесь мы уже видим колотушку, точкача на коми-языке. Ну, среди ударных инструментов можно еще
отметить пачпы, да, например, печная заслонка, щарган, трещотка, деревянные ложки, не знаю, гырнич, глиняные горшки, ну и так далее. Наибольший интерес, конечно, вызывает струнные инструменты, обратите внимание. И среди них был самый, наверное, распространенный и любимый инструмент – это щигудек. Щигудек с жестяным корпусом можно также увидеть в зале в Коме в семье финно-угорских народов. И об этом инструменте, ну, любимый музыкальный инструмент коми-зырян, особенно широкое бытование щигудека было в среде охотников. Щигудек, щи и гудек, да, волосяной гудок. Впервые Чисталев услышал об этом инструменте от своего деда Александра Васильевича Анисимова. И Прометей Ионыч особенно мечтал найти щигудек. И вот в записи в его очерке в экспедиционном дневнике. Наконец-то щигутки найдены, живые, а не музейные мертвые. Щигутки, на которых играют народную музыку. Это день один из самых радостных в моей жизни, жизни фольклориста. Чисталев обнаружил данный инструмент в 1961 году в семье Василия Шомысова. Как раз мы видим его на фотографии. Это село Скородум, Усть-Куломский район. И, например, мне очень отрадно, что именно в Усть-Куломском районе впервые обнаружил щигудек Прометей Ионыч. Корпус чаще всего изготавливали из пихты с глубоким вырезом, куда вставлялась жестяная коробка-резонатор. Поверх коробки струнодержателя протягивали скрученные струны из конского волоса. Вот здесь мы можем увидеть изготовление, фотографии изготовления щигудека. Так. И в том числе на выставке был представлен щигудек, подаренный уже Шомысовым Чисталевым в 1976 году. Среди струнных инструментов можно здесь еще сказать щигудек пыв, волосяный гудок доска. Здесь еще на выставке также была представлена балалайка. Балалайка тоже очень интересная. Время изготовления где-то примерно 20-е годы прошлого столетия. Мастер неизвестен, а вот здесь мы на фотографии видим Василия Николаевича Чувьюрова, который впоследствии, сохранилась, кстати говоря, переписка Василия Николаевича с Прометеем Ионычем, и вот Василий Николаевич впоследствии стал известным коми-композитором и также одним из основателей фестиваля «Ващелей». Может быть, кто-то и слышал, да, который проходит в селе Усть-Кулом. Вот, говорят, уже быстро надо, да? Еще один такой очень интересный инструмент, который называется брунгом. От слова брунгом, гудение, представляет собой струнный ударный инструмент с резонаторным ящиком больших размеров. И звук воспроизводится ударом деревянного молотка с валенной набойкой, и на нем исполнялись как раз импровизационные наигрыши, мелодии для сопровождения песни и пляски во время посиделок. Ну и древнейшими, конечно, являются духовые инструменты, они совершенно разнообразные. В прошлом в музыкальном быту коми духовые инструменты играли ведущую роль, характеризуются рядом особенностей изготовления, бытования. Они являются в основном сезонными, используются в определенное время года. Материал для их изготовления – листья травы, деревьев, бересту, кору, стволы веток, пустотелые стебли растений поставляет сама природа. В результате фольклорных экспедиций Прометею Ионычу удалось обнаружить ранее неизвестные в науке духовые инструменты. Среди них, например, щумет-киль. Как вернуться обратно? Никогда. Вот. Щумет-киль, пипу-кор. Вот обратите внимание, мужчина в кепке. Вот. Буксаны и так далее. Но здесь я бы хотела отметить чипсоны. Свисток, да, представляет собой закрытые продольные флейты. Трубки нарезаются из свежих
из свежих просушенных стеблей трубчатого зонтичного растения гум-дудник. Инструмент обычно готовится в комплекте с самими исполнителями, говорит коды вор со всей площади, кто играет, тот и ладит. И флейты, конечно, являются женскими инструментами. Удалось эти инструменты Чипсону обнаружить в селе Черныш Прилузского района. И именно здесь Прометей Ионович создал ансамбль чипсонистов, который существует и по сегодняшний день. Еще интересный музыкальный инструмент, который называется ющ-пылям, лебединая дудка. Это длинный тонкий пустотелый стебель травы, лебединая дудка с двусторонним срезом. Длина достигает 120 сантиметров. И звук на лебединой дудке извлекается не вдуванием, а втягиванием воздуха в себя. Возникает такой переливающийся звук, сравниваемый с голосом лебедя. Если у нас есть время, мы можем послушать. Времени нет, но я думаю, что будет интересно послушать. Да. И благодаря Чистолюбу, его музыкальному творчеству, научной деятельности были возрождены из небытия народные инструменты. Эта выставка, идея выставки была Ирине Николаевны Котелевой. Вот такая выставка у нас. Сейчас, по-моему, она в представительстве Москвы. Послушаем. Да. Послушаем, как звучит. Струны натягивались на стену ключи. Это голос Прометея Ионовича. Сейчас есть мастера, которые так играют на Не знаю. Нам ходил Александр Литошко, и у него есть громко. Но да, он, наверное, громко. И детей создает всеми музыкальными инструментами. Вот. Так, дальше. Любимый инструмент. Ну, еще Чипсона послушаем. Спасибо, Лариса Васильевна. Вопросы? А для чего охотники брали такие инструменты? Вы знаете, есть... Ну, например, брали с собой специального сказителя, слышно меня? Сказителя, который даже не охотился, а именно играл, рассказывал сказки. И причем добычу делили поровну. Ну, охотники же уходили надолго на промысел, да, на несколько месяцев могли, конечно, для развлечения, да, пели. И добычу делили поровну. Сообщение по обе стороны. Источники и репрезентация в культурно-образовательной программе «Смеяцкий котельон». Валюва Ольга Дмитриевна, методист отдела научно-методической работы музея. Никита, скажите, пожалуйста, у нас по ту сторону экрана с нами уже? С нами по ту сторону. Хорошо. Да, добрый день. Ну, наверное, уже в рамках этой конференции говорилось о том, что важное место визуального начала в пространстве современного человека, в том числе и в культурном пространстве, постепенно стало неотъемлемым условием жизни культурных институтов.
Уже 8 лет назад исследователи говорили о тотальной визуализации современного культурного пространства и проблеме использования визуальных стратегий при выстраивании общения с современным посетителем, если мы говорим о музеях. На предопределенной физиологии главный способ получения информации, ну, назовем его безусловный критерий, легло информационное поле со стремительно развивающейся технологической основой для воссоздания емких визуальных форм, так называемый условный критерий. Таким образом, человек оказывается в среде, где визуальный текст доминирует и воспринимается в качестве реального объекта со вполне материальными функциями. Опираясь на эту данность, результаты музейных процессов оказываются максимально визуально считываемые почти на всех этапах. Так, работа культурно-образовательной программы сопровождается и выражается визуальными источниками или формированием необходимого образа на этапе создания, визуальным контентом на этапе рекламы или иного информационного сопровождения, визуальным воплощением в костюмах, атрибутах и тому подобное, взаимодействием с предметами, театрализацией и другими формами активации культурного наследия. Так, в реализации культурно-образовательной программы «Зырянский котельон», осуществляемой в Национальном музее с января 2020 года, можно встретить обращение к разным видам визуального текста. Причем, когда я вспоминала, что можно считать началом реализации программы, понятно, что начало работы программы, да, это открытие, когда идея появилась, тоже можно сказать, а вот реализация, что за этим стоит, то поняла, что идея, она может, да, вынашиваться годами, но вот когда начинает уже работать, да, ну, на этапе формирования, да, подготовки программы, то это, скорее всего, именно какой-то зримый образ, который возникает. И нашла подтверждение этому у психологов, которые заключают, что наши представления о предметах просто не могут быть ничем другим, как символами, то есть естественно определяемыми знаками предметов, которые мы учимся использовать для управления нашими движениями и действиями. Если мы научились правильно читать эти символы, то мы можем с их помощью так организовать свои действия, чтобы они привели к желаемому результату, то есть появлению новых ожидаемых ощущений. Ну, понятно, что символы, наверное, у всех могут быть разные, да, в силу разного восприятия, но, как мы знаем, что большинство людей как раз воспринимают информацию, а вполне возможно и создают, да, эти символы именно визуального характера. Итак, программа «Зырянский котельон». Вы видите афишу этой программы на последний сезон, это сентябрь-декабрь 2021 года, была создана для популяризации истории о пребывании в Усть-Сысольске с 1818 по 1820 год семьи Ишимовых. Чиновника Осипа Филипповича Ишимова выслали из Петербурга за ходатайство от крестьян по неугодному властям делу. Его дочь, тогдашняя 14-летняя барышня Александра, воспитанница пансиона, за 2 года научила провинциальную молодежь светским танцам, познакомила с модой, прическами того времени, поставила первый в городе спектакль, предположительно, в доме купца Степана Григорьевича Суханова, где мы с вами находимся. Через 10 лет после этого она будет известна как детская писательница, автор истории России в рассказах для детей, близкий друг семьи литературного критика Петра Александровича Плетнева, последний адресат Александра Сергеевича Пушкина. Для нас ценно, что Александра Ишимова оставила автобиографический рассказ «Зырянка». Это единственное литературное произведение, написанное об Усть-Сысольске начала XIX века. В нем содержатся историко-этнографические сведения, описан внешний облик Усть-Сысольска, его социальный состав и духовная жизнь. Но то, что с одной стороны является ценностью, с другой оказывается актуальной задачей. В фондах Национального музея нет ни одного предмета этого периода по данной теме или предмета, который бы, опять же таки, до этого периода мог бы составить пример предметного мира рассказа или материалов, касающихся самой Ишимовой. В данном случае ставится, да, задача сохранения истории здания, краеведческих сведений определенного периода, отраженных в автобиографическом очерке писательницы.
Таким образом, мысль ищет форму или практики культурной памяти. По Юрию Михайловичу Лотману, исследованиям социологов, культурная память понимается как образование знакового пространства и условия множественных коммуникаций, в котором сохраняются и удерживаются значимые символы и смыслы. Так и в нашем случае можно говорить о практиках культурной памяти, оперирующих идеями и производящими культурный смысл для поддержания их идентичности. Соответственно, в реализации программы «Зырянский котельон» нужно было решить две задачи. Первое – это на какие визуальные источники можно опираться, и второе – какое визуальное воплощение должны получить основные смысловые образы поднятой темы. Что касается визуальных источников, это фондовые фотографии картины более позднего периода, но имеющие смысловое отношение к материалу событий, интересующего нас периода. Вот Александра Осиповна Ишимова. Так, что-то как-то она улетела. Понятно, что в условиях пандемии, да, очень много стало работы онлайн, да, в основном это социальные сети. А если учесть, что проект открылся в марте 2020 года, то он, в общем-то, продолжился в первую очередь в этом формате. И в прошлом году, можно тоже сказать, ну, в прошлом учебном году, скажем так, да, тоже можно сказать, что он фактически в полной мере не отработал, и по ходу придумывались какие-то новые формы работы. Ну и вот ко Дню города в прошлом году был подготовлен онлайн-комикс с заданиями в группе программы ВКонтакте, да, «Зырянский котельон», где по фотографиям с сюжетом нужно было предположить, что раньше размещалось на сфотографированных местах, что раньше размещалось в XIX веке. Вот как выглядел этот комикс. Все знакомые, все лица. Один из ответов был проиллюстрирован картиной заслуженного деятеля искусств в Коми АССР. Так, это вот тот вопрос, да, можете пока почитать. Значит, ответ на этот вопрос иллюстрировался картиной из Фонда Национального музея, которая написана, значит, театральным художником Василием Алексеевичем Баусом. Вот она. Усть-Сысойская Георгиевская ярмарка 1750-1760 года, созданная в 1946 году. В данном случае обращение к этому визуальному источнику важно созданием образа, да, там вопрос был как раз про то, что находилось на этом месте, да, это мы видим Соборная площадь, бывшая, да, район Кировского парка. А интересуемые нас события происходили как раз в этот период, когда Георгиевская ярмарка, мы видим, да, там период это вторая половина XVIII века, но до 30-х годов XIX века Георгиевская ярмарка продолжала проходить на Соборной площади, соответственно, вот для создания образа нам это подходило. В этом году ко Дню города, опять же, мы предложили другой онлайн-комикс с заданиями в гости из прошлого, с похожим, да, заданием. Нужно было определить место, где стоят так называемые усть-сысольские купчихи. Например, в одном из ответов давалась фотография, сделанная, вот вопрос, да, показываю вам. И вот здесь можно прочитать, что там было уже в ответе. И в этом ответе давалась фотография из Фонда Национального музея, сделанная на 100 лет позже, чем описываемые события. А в начале XIX века по инициативе городского головы усть-сысойского купца Алексея Ивановича Суханова и на его же средства началось строительство каменной кладбищенской церкви. Речь идет о начале XIX века, да, Кирилловская церковь,
Вот эта фотография. Кирилловская церковь, сохранившаяся до сих пор, запечатленная на фотографии «Вопрос», да, который мы с вами видели. Использование фондовой фотооткрытки, которая была сделана в 1912 году, в ответе не совпадающей по датировке, представляется в данном случае возможность за неимением, да, иного источника, но как сокращающую временную дистанцию между зрителем и историческим фактом. Так, я уже, видимо, должна заканчивать, да? Ну, в решении, да, это все мы про первые, про источники, но перед нами же стояла и вторая задача, какую картинку вообще дать посетителю да, в работе непосредственной и, соответственно, в социальных сетях. И в решении второй задачи о визуальном воплощении, да, тех или иных смысловых идей в работе программы используется опора на текст и на исторические сведения. Что это за текст? Это документально-художественный текст автобиографии Шимова «Уездный город», 100 лет назад печатавшийся в первом номере журнала «История и литературы. Голос минувшего» за 1923 год. И художественный текст рассказа «Зырянка», он есть в сборнике «В дебрях севера» 1999 года. И работа историков, в первую очередь, это очерки по истории Сысольска конца 18-го, начала 20 века, столицы Зырянского края Михаила Борисовича Чергачева. Например, в создании образа купчих, это тут полистаю, да, купчиха, городской жительницы или самой Александры для театрализованных мероприятий проекта. Одним из источников была, например, визуализация строк рассказа. Вместе с этим первым шагом преобразовательница сделала второй, восстала против головного убора. Это с открытия, ну вот здесь. Или автобиографии. Все они носили на головах шелковые платочки, повязанные по-купечески. Я уговорила оставить их эту моду и носить волосы под гребенку, как носили тогда все молодые девушки в Петербурге. Проблема визуализации литературного текста в музейном пространстве уже поднималась музеологами. Одним из подходов к толкованию визуализации текста является интерпретация текста визуальными практиками. И музейное пространство дает возможность приобщения посетителя к историческому наследию или культурному тексту в разных формах через предмет как воплощение ценностей или результат визуализации текста. За неимением точных визуальных свидетельств стоит вопрос о создании своей картинки, костюма или стола с угощениями, либо об использовании типового популярного образа, например, живописных полотен известных художников, ну, например, для рекламы. Вот. Ну, мы уже здесь видели Кустодиева, да? И нашу программу просто долистаем. Поскольку в этом здании, да, устраивались балы, как, ну, скорее всего, то здесь мы тоже проводили такой бал. Это одно из заданий было, соответственно, да, мы узнавали, какими специями пользовались в то время, и как вопрос, да, предлагали, то есть сами визуализировали эту картинку, да, так и воспринимать проще. Но это уже наши уличные тоже танцы рядом с литературным музеем. Все. Муниципальных музеев, как-то использовать подобные практики в свои. Если что, обсудим потом. Да. Полезны, и вообще тема города, то, что в живом воплощении теперь есть, всегда очень обогащает и проникает, конечно, посетителей в наш музей, поскольку у нас нет отдельной экспозиции, да, отдельного городского музея, но национальный музей от, так скажем, древности до современности про город тоже эту миссию мы несем. Сейчас слово предоставляю Морозовой Елене Ивановне. Ага. Да, тогда мы переходим к естественно-научной тематике и приглашаю Андрея Сергеевича Залужского, хранителя музейных предметов Национального музея Республики. Здравствуйте, уважаемая публика.
Так, меня уже представили. Я представлю вам свой доклад на тему таксидермические объекты как визуальные источники на примере экспозиции Национального музея Республики Коми. Несмотря на то, что аудиовизуальные источники проникли во все сферы жизнедеятельности человека, музейные собрания естественно-научных коллекций продолжают играть образовательную, воспитательную и просветительскую роль в культурном развитии общества. Рассмотрим роль таксидермических объектов как визуального источника знаний в музеях. Таксидермия, как способ создания чучел из шкур животных, предполагает моделирование, которое осуществляется на основе внутреннего каркаса или пластически выполненного манекена, при котором значимыми являются не только морфологические признаки, но также эстетические аспекты стремления к выразительной форме, что в определенной мере сближает ее с художественными практиками. Распространилась таксидермия в 17-19 веках. Одним из основных инструментов ученых и естествоиспытателей того времени было наблюдение. Чучела вместе с другими техниками консервации помогали решать проблему науки наблюдения на расстоянии. Они решали проблему удаленности места обитания и низкой скорости передвижения и хрупкости организмов. Для ученых того времени чучела заменяли собой оригинальные живые образцы. Существующие иллюстрации отличались неточностью и недостоверностью из-за субъективности художников. Таксидермия позволяла увидеть животное в его первозданном виде. Появилась возможность наблюдать организмы не только на расстоянии, но и растянуть эти наблюдения во времени. Чучела собирались и должны были служить фундаментом для будущих исследований. Изначально они играли роль базы примеров, на основе которых и на основе наблюдений инситу, то есть непосредственно в природе, конструировали таксоны, такие как Карл Линней, Чарльз Дарвин и Ламарк. Да? Таким образом, конкретное чучело представляло собой воплощение идеального живого определенного таксона. Они стали типичными экземплярами существующих видов. Поэтому чучела одного и того же вида должны были быть стандартизированными, то бишь они являются как эталонный образец животного. Таким образом, стоит сказать, что таксидермические объекты существовали и до того, как возникли музеи науки. В естественно-научных музеях таксидермия появляется в XVIII веке путем стирания своей художественности и искусственности в пользу объективной репрезентации самой природы. Так, в конце 19-го, начале 20 века при создании экспозиции постепенно отходит от простого экспонирования чучел в рамках современной систематики. Появляются форматы диорам, когда биологические объекты и объекты с декорациями имитируют естественную среду обитания. Расширяется смысловое наполнение экспозиции. При экспонировании животного учитывается их образ жизни. Этот способ экспонирования существовал и существует с прежним систематическим. Ну и, как правило, он, в принципе, в одних и тех же музеях, даже вот и сейчас в крупных музеях это происходит, в том числе и у нас. При помощи диорам проявляется способность таксидермических объектов оказывать влияние на посетителей. Фоны и искусственные декорации, расстановка животного создают эффект присутствия. Этот эффект усиливается осознанием того, что часть диорамы была когда-то живым и чувствующим существом. Таким образом, таксидермические экспозиции могли успешно конкурировать с зоопарками, а динамические позы реалистичных чучел животных в диорамах превосходили вялость и апатичность животных в собственных зоопарках. На сегодняшний день положение музеев естественной истории сильно изменилось. Исследователи и по сей день прибегают к архивам естественной истории, однако они перестали быть центральным элементом современной областей наук. Из примеров таких, когда к нам обращались, это, например, в 2019 году к нам обращались сотрудники Коми-научного центра и брали образцы чучел биологические, росомахи для своих фаунистических исследований. Исследования животного мира перенесли в стены лабораторий. Музеи же сосредоточены на распространении и популяризации научных знаний. Таксидермия отчасти проигрывает более современным способом визуализации, таким как фото и видео. Фильмы все смотрели, наверное, Discovery, National Geographic, BBC. Они переносят зрителя непосредственно в среду обитания животного. Они дают возможность наблюдать за животными и небывалой близостью, и в то же время безопасностью. Одновременно с этим аудиовизуальные источники
позволяют дополнить существующие коллекции и еще глубже погрузить посетителя в мир живой природы. Сегодня все крупные зоологические музеи страны, такие как Дарвиновский музей в Москве, такие как Зоологический музей Зоологического института Российской академии наук в Санкт-Петербурге, в своих стенах активно применяют интерактивные способы взаимодействия с публикой совместно с классическим показом таксидермических объектов. В этом отношении Национальный музей Республики Коми также использует интерактивные способы общения, которые тесно связаны с основной экспозицией. Такие игры, как следы и звуки, у нас представлены, и самый-самый позволяют ближе познакомиться с экспозицией музея, узнать что-то новое и проверить свои знания. Коллекция таксидермических объектов Национального музея Республики Коми включает в себя все 5 классов позвоночных животных. Это млекопитающие, птицы, рыбы, амфибии и рептилии, обитающие на территории европейского северо-востока России. Сегодня наша зоологическая коллекция позволяет изучать морфологические особенности разных таксономических групп, видовой состав наиболее типичных экосистем региона, продемонстрировать примеры конвергентных и дивергентных признаков животных при изучении эволюционных процессов в разных систематических группах, закрепить теоретические знания по зоологии, биогеографии, экологии, филогении животных, сформировать чувство любви к родному краю и бережного отношения к окружающей среде. К одной из основных современных задач, которые мы видим перед собой, это сделать музей естественно-научной коллекции интересным для наибольшего числа посетителей самых разных категорий. К ним относятся и студенты, и школьники, дошкольники, семейные группы, и те, кто хочет узнать что-то новое или просто приятно провести время. Развитие коллекционной работы музея, по нашим представлениям, будет продолжаться, будет происходить дальнейшее пополнение коллекции таксидермических объектов для наиболее полного отражения биологического разнообразия животного мира. Прежде всего, это представители фауны европейского северо-востока России. Так, перейдем к этическим моментам. Вопрос о соотношении современных этических и экологических норм с практикой показа чучел является отдельной большой тематикой. На сегодняшний день произошли большие изменения в общественной морали. Все более гуманное отношение к животным делает таксидермические объекты и таксидермию все более нежелательными в глазах общественности. Чучела становятся свидетелями жестокого обращения с природой. Ну, как бы сложно, да, наверное, отрицать это. Вследствие этих перемен, в особенности новой этики и нового политического контекста, зоологические музеи постепенно меняют свои экспозиции. В частности, они меняют экспозиции чучел и способы взаимодействия посетителей с ними. Стоит отметить, что осуждение применения таксидермических объектов часты, но не общеприняты. Для многих музейных специалистов, работающих с таксидермией, она сохраняет важность в качестве... Она сохраняет важность... Для многих музейных специалистов, работающих с таксидермией, она сохраняет важность в качестве способа представить разнообразие и чудо животного мира, позволяет заинтересовать посетителей, в особенности детей. Чтобы идти в ногу с современными этическими взглядами, часть музеев дистанцируется от чучел путем перевода их из научных объектов в объекты истории науки. Я повторюсь, да, из научных объектов, когда это был часть, предмет, конкретно изучали вот птицы, допустим, да, в объект истории науки, то, что когда-то собирали животных, их выставляли. Таким образом, таксидермические объекты получают свою собственную историю. Они становятся не просто примером определенного аксона, а предметом истории развития общества. Например, музей естествознания Лондона сопровождает объекты таксидермии специализированными табличками. Вот на экране можно ее увидеть. Что на табличках этих написано: музей заботится о сохранении животных в естественном мире и больше не собирает шкуры для демонстрации таксидермии. Представлены в этих экспозициях экспонаты и исторические коллекции музея. Следовательно, некоторые из них полиняли и показывают другие признаки своего возраста. Мы считаем, что для демонстрации более уместно полагаться на эти коллекции, даже если они не могут полностью отображать естественный вид живого животного. Еще одним примером являются диорамы в Музее естественной истории Филда в Чикаго. Они являются примером культурной и идеологической деконструкции музейных экспонатов. Диорамы сопровождаются рассказами о прошлом ущербе, нанесенном животным и их средам обитания, а также о злоупотреблениях, совершаемых охотой и торговлей экзотическими животными. Достаточно
показательным становится ответ посетителю, который вот был буквально месяц назад, 13 августа, музей отвечал в Facebook. Посетитель Джессика Эллиот спрашивает, откуда взялись чучела животных, особенно девушку беспокоили семейство львов с львятами. На что музей ей отвечает такими словами. Большая часть нашей коллекции около 100 лет. В то время целью музея было сохранение образцов дикой природы, чтобы ученые и посетители могли учиться у них. Иногда сюда входили и такие методы сбора, которым мы больше не следуем. Сегодня наши ученые работают по-другому. Но мы считаем, что показывать посетителям образцы таксидермии, которые были собраны несколько десятилетий назад, по-прежнему имеет образовательную и научную ценность. Мы надеемся, когда наши посетители увидят охраняемые животные вблизи так, как они, возможно, никогда не получат возможности наблюдать за ними в реальной жизни, это поможет пробудить любопытство и страсть к охране природы. Спасибо, что задали такой вдумчивый вопрос. Ну и в финале, так сказать, таксидермия и сегодня остается востребованным инструментом для изучения природной науки и их взаимодействий. Сегодня это не просто репрезентация объективной природной действительности, теперь это дискуссия об актуальной науке и экологии, о использовании природы и злоупотреблению ей, о месте человека в природе и месте животного в культуре человека. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Есть вопросы? На вопрос, зачем мы убивали животных, всегда считаю, что мы все погибли. Не только вопрос, я уже слышала в других музеях. Они все погибли, естественно. На самом деле, это интересно проанализировать, но если это было когда-то собрано, да, то это получается уже такая и история науки. Это вот как музейные экспозиции, которые существуют по 40, а то и 60 лет. Вот что это такое? Они сделаны на хорошем качественном уровне. Это получается и история музея. История не только музея, а человечества. Как было раньше, как люди использовали. Ну, видите, очень многим это действительно сложно объяснить, особенно если не видим в контексте, да, потому что не только с животными, с очень многими экспонатами возникают конфликтные ситуации, что их нельзя выставлять, что их вообще нельзя хранить. И объяснить порой. В музее антропологии с этим, встречается, у вас совсем тяжело с этим. Нет, вплоть до того, что у нас стоят манекены, так как у нас представлен, в общем, весь мир, да, то сейчас очень мало осталось, но у нас есть такие, например, до пояса обнаженные манекены. У нас иногда пишут, что как вы смеете это выставлять, что детей приводят. Ну вот как раз-таки относится к изменению, так сказать, современных моральных устоев, современной этики. Они всегда были такие люди. Ну, я думаю, да, просто сейчас меньше боятся, наверное, свое мнение высказывать. Раньше как бы, помолчали где-то, может, были недовольны, а сейчас вот так часто бывает. Ну, это как один из примеров, посмотрим. Ну да, и сейчас различные средства информации и соцсети, да, когда можно написать комментарий на любое то, что ты увидел. Раньше же надо было прийти конкретно в музей, книгу отзывов посетителей. Подписать. А сейчас можно все это делать разными способами, поэтому, конечно, поток этих мнений в сторону музеев сейчас на самом деле велик, и объяснять, наверное, начнем, почему это так, сложно, на самом деле иногда надо просто внимательно почитать, что написано в экспозиции, тогда понять становится, или даже... А они, мне кажется, бесполезны. Они присвоены. То, что я бы сказал, бесполезно, просто... Если вдалбливать каждый раз, напоминать, что как... Не, ну это надо такие серьезные проработки такие устраивать. А тут, если человек откуда-то приехал, и раз в жизни пришел, и больше не придет. Ну это должен быть систематически как бы. Это он пришел в одно место, ему сказали так. Он пришел в другое место, ему сказали точно так же. Наверное, должно быть какое-то просвещение на уровне роликов специальных, каких-то информационных программ, но это, в общем... Я даже не знаю, что это.
Кстати, вот надо сказать, этот московский, дарвиновский, они все-таки так более подходят к этому, они, видимо, тоже приняли много проблем. Вот. И они все-таки этим занимаются, у них экспозиция построена в этом смысле более так, насознанно, что ли. Они как раз пытаются именно донести некие и образовательные мысли, и вот зачем это все выставляется. Просто в Дине так не сделано. Там вот этот традиционный такой музей, состоящий из чучел. Вот. Ну, он вот когда вначале настолько был создан, он концепция не поменялась. Да, Еще раз. По-разному. Все зависит от хранения, от того, какие есть возможности у кого. Да, я мешаюсь, да, потому что всем, наверное, известно Федор Седых, да, который возглавлял Киевский музей земли в свое время, еще в 80-е годы привез из Москвы списанное чучело-льва. В то время там уже оно простояло лет 100. Ему его подарили, и он с этого времени еще стоит в Уктинском музее. То есть, да, сколько живет чучело? В бредовном хранении он сидел долго. Ну, хранение, наверное, бывает еще удачно и неудачно. Там много изначально еще факторов, которые могут повлиять. Да. Спасибо. Все, есть еще вопрос. Следующий доклад Руланова Татьяна Васильевна, зав. Отдела природы Национального музея Республики Коми. И соавтор Пешкина Софья Михайловна. Кто это? Хранитель музея. Директор музейно-образовательных программ. Миссия далекая и близкая. Мы как бы в контексте доклада Андрея Сергеевича продолжим, но в другом, наверное, ракурсе. Да? Почему? Потому что мы взяли за основу нашего исследования, оно довольно-таки, мы еще на начале пути с Михайловной, как технология показа естественно-научных коллекций в музеях Республики Коми. Вообще основная функция естественно-научных коллекций является формирование экологической культуры населения. Да? Если я вас спрошу, экологически ли вы культурны на сегодняшний момент, вы скажете, что очень культурно. Да, но что такое экологическая культура, сейчас еще такой краеугольный камень, никто не знает, да, как выглядит экологически-культурный человек, да, на сегодняшний день в обществе. Но через экспонаты разных видов коллекций естественно-научных происходит знакомство с разнообразием флоры и фауны или в мировом масштабе, или в региональном, в зависимости от профиля музея. Идет знакомство с природными особенностями региона, показывается богатство и красота природы. Как Андрей Сергеевич уже отмечал, что естественно-научные музеи были первыми музеями не только в России, но и в мире в целом. Но в последние годы, по мнению специалистов, их роль уходит на второй план, потому что первое место занимают музеи все-таки истории, художественные музеи, естественно-научные музеи не такие популярные, как когда-то раньше. Да? И в Республике Коми на сегодняшний день существует два крупных естественно-научных музея. Это геологический музей имени Чернова, это при Коми-научном центре УРОРА. Да? Здесь показаны коллекции минералов, показаны традиционно, музей очень красивый, и практически всех гостей республики для знакомства с подземными богатствами нашей республики вводят в этот музей. И второй музей у нас, научный музей, это зоологический музей при кафедре зоологии, химико-биологического факультета Сыктывкарского государственного университета. В коллекции музея представлены все крупные систематические группы царства животных. В экспозиционном зале выставлено более 800 предметов царства животных по систематическому признаку. Вот. И нужно сказать, что в отделе природы Национального музея Республики Коми на данный момент существует постоянно действующая выставка «Животный и растительный мир Республики Коми», которая знакомит с основными представителями животного мира лесотаежной зоны и тундры. Принцип построения экспозиции ландшафтной по принципу смены времен года. Два других зала мы сейчас используем для выставок, как с привлечением наших коллекций, так и с привлечением коллекций и экспонатов из других музеев. Но перед собой мы поставили задачу посмотреть, как же показ естественно-научных коллекций происходит в муниципальных музеях нашей республики. И не случайно, потому что на протяжении последних лет в Республике Коми или развивается, или пытается развиваться туризм в разных направлениях. Это и
этнографический и исторический, но больше всего развитие получил какой? Экологический туризм, потому что все приезжают в нашу республику для того, чтобы посмотреть ее красоты. Да? Если до красот по каким-то техническим причинам добраться не получается, то для знакомства с природными особенностями региона гости идут в музей, да, для того, чтобы впечатлиться нашими красотами нашей природы или в региональном, или как бы в районном масштабе. Так как республика очень большая, мы с Софьей Михайловной физически не смогли объехать все музеи муниципальные в этом году, обязательно запланируем на следующий год, но мы составили письмо, обращение к музейщикам для того, чтобы они проанализировали свои коллекции, как они хранятся, как они показываются, да, на данный этап времени и чем они могут удивить как местное население, так и гостей нашей республики. Сразу оговорюсь, никого не хочу обидеть. На данный момент, особенно коллег муниципальных музеев, ну, картина получилась не очень хорошая на сегодняшний момент, но то, что получилось, да. Значит так, очень хорошо, что из 18 музеев нам ответ прислали 14 музеев. Это радует, конечно же, что отклик данное письмо получило. И нужно сказать, что естественно-научные коллекции, представленные зоологическими коллекциями, это терриологическая коллекция, это вот те самые чучела животных, о которых говорил Андрей Сергеевич. Но нужно сказать, что чучела животных в наших музеях представлены по-разному. Мы не стали, чтобы никого не обижать, здесь представлять, в каком виде они иногда представлены в муниципальных музеях, да, потому что основной сбор их проводился в 70-е, 80-е годы. Иногда представитель животного мира на сегодняшний день, к сожалению, очень отдаленно напоминает, да, в музее его естественного сородича, да, вот в этих условиях, да, потому что на данный момент времени таксидермистов, это мастеров, которые изготовляют чучела в муниципальных музеях, как и в Национальном музее, не существует, чучела закупаются, и нужно сказать, что, например, чучело лося стоит 500 тысяч рублей, да, чучело синицы стоит 12 тысяч рублей, и перед музейщиками иногда стоит вопрос, да, купить или картину, или чучело синицы. Но зачастую мы покупаем картину или самовар, да, чем чучело той самой синицы. Когда в свое время, ну бывает такое, да, потому что приоритет надо ставить. Когда я в свое время подошла к Ирине Николаевне и сказала, что мне очень нужно чучело Брундука, ну очень нужно. Она сказала, повесьте картинку и показывайте вот этого Брундука. Я сказала, ну нет, это к тому, что примеры жизни. Я сказала, что мы не библиотека, все-таки, что мы музей. Она пересмотрела свой взгляд, и в нашей экспозиции появились новые чучела, да, то есть чучела стоят дорого, это такое сейчас производство, которое могут позволить, не, скажем так, не все в музее, может быть, иногда не хотят, да. Что касается орнитологической коллекции, то же самое, энтомологическая коллекция в музеях сейчас представлена довольно-таки тоже слабо, потому что Кирилл Федорович Седых в свое время собрал коллекции насекомых, которых подарил муниципальным музеям, которые они и представляют. Да, это было в 70-х годах. Так как биологические материалы свойственно этому материалу разрушаться, да, что от них осталось на сегодняшний момент, мы тоже сегодня не показываем. Да. Ихтиологическая коллекция – это рыба, у нас 47 видов рыб представлена только в Ижемском музее, они выигрывали грант и показывают рыб Печоры, и в Сысольском музее. Герпетологическая коллекция – это коллекция земноводных и пресмыкающихся, представлена на сегодняшний день только в Национальном музее Республики Коми. Это очень печально, потому что эти животные всегда вызывать интерес со стороны посетителей. Что касается ботанической коллекции, карпатологическая коллекция – это коллекция семян, шишек, представлена в Сысольском музее, дендрологическая коллекция не представлена нигде, а ботаническая коллекция – это гербарий. К сожалению, наши коллеги в настоящее время тоже уделяют не сильно большое внимание к сбору растений и к показу их на экспозициях. И геологическая коллекция – это минералогическая коллекция, которая представлена в основном у нас. Там музей идут? Дальше. В север, как бы в музеях, которые находятся в северной части нашей республики, и палеонтологическая коллекция практически во всех музеях представлена. Покажи. Ага, палеонтологическая начинаю. Значит, палеонтологическая коллекция представлена по хронологическому признаку, это развитие жизни на Земле, что мы имеем на сегодняшний
момент. Это Интинский краеведческий музей, который представил данный раздел экспозиции очень грамотно, да, то есть как принято в музеях, да, то есть задник, то есть какой-то визуальный источник, который дополнен, конечно же, теми экспонатами, которые были найдены на данной территории. Дальше. Какой у нас музей? У нас идет первобытные обитатели Печорского края, это Печорский историко-краеведческий музей. Здесь показаны кости животных четвертичного периода. И посмотрите, баннер с мамонтом, это визуальный источник. Мы видим, кто такой мамонт и чьи кости здесь представлены, скажем так, палеонтологические остатки. Дальше, территория древних ящеров, древнейших или оживших ящеров. Это новый проект Печорского музея, да, специалистов, которые мы здесь видим. Вроде бы ничего особенного и нету, да, но зал сделан таким образом, что мы действительно видим развитие жизни на данной территории в древнейшее время. Ухта есть? И Ухтинское теплое море Тимана, в Ухтинском музее новый проект, который был реализован, но на сегодняшний момент научный сотрудник, да, Института геологии Павел Безносов, который был идейным вдохновителем данного раздела, говорит, что не совсем правильно выставленная экспозиция, то есть для посетителя она очень привлекательна, но с научной точки зрения надо было дорабатывать. Здесь представлены тоже окаменелые моллюски и Древнего моря, и четвертичные отложения. Геологическую коллекцию быстренько посмотрим, да, не будем. Это, пожалуйста, Интинский краеведческий музей. Интинцы очень любят свой музей. И когда приезжаешь в Инту, все говорят: а вы в музее в нашем были? Я говорю: была в вашем музее. Они прям так восхищенно говорят именно про геологическую коллекцию, которая очень достойно представлена в их музее по систематическому признаку, потому что Урал рядом, да, потому что те предприятия, которые работают в данном районе, помогают им пополнять коллекцию музея геологическими экспонатами. Так, в отрогах Тиманского кряжа это историко-краеведческий мемориальный музей Сосногорск. Это тоже новая экспозиция, тоже очень достойно представлена горная порода по систематическому признаку. Усинский музей, огромный аммонит, очень красивый, привлекает внимание, тоже... Завидуем, да, завидуем белой завистью, потому что у нас такого нету. Вот, тоже представлены по такому признаку. И историко-краеведческий музей с кабинетом Кремса, который совсем недавно открылся в Ухте, тоже представляет горные породы по систематическому признаку. Дальше, Софья Михайловна, дальше мы ведем, основная экспозиция, конечно, в других геология и палеонтология представлена в других музеях, но мы здесь не стали показывать, чтобы не обидеть никого. Да, иногда в краеведческий музей приходишь, да, витрина стоит. В одной витрине аммонит, бивень мамонта, зуб мамонта. Зачем зуб мамонта? Кто такой аммонит? Почему они здесь находятся? Да? Это остается большой проблемой. Не только специалистов, да? Что? Что самое дорогое? Что самое дорогое? Да. Ну, зачем? Да, что есть, да, представлено, без какого-то признака. Где они жили, почему они рядом. Иногда в головах даже у подрастающего поколения и в головах у взрослого населения на сегодняшний день такое представление, что мамонты и динозавры жили в одно время. Кто такой аммонит? Где он жил и почему он здесь, вообще загадка для многих, и поэтому нет разъяснительной такой работы с помощью визуальных источников, которые бы могли дополнить фотографии, да, вот этот раздел. Геология тоже представлена только, у меня еще 3 минуты есть, в северных музеях, потому что так как там уральские горы, минералы представлены очень красиво, да. Воркутинский музей представил очень большой отчет, но я не могла найти ваши фотографии. Потому что музей как такового. Как такового нету, только коллекции, которые не представлены, да. И нужно сказать, что в центральной, как бы в наших районах, такого многообразия полезных ископаемых нету, да. Согласитесь, Вера Петровна, да. Что мы в Игорте будем представлять? Песок, глину и что-то еще, да?
Потому что добычи нету, да, запасов вроде тоже, но для того, чтобы, наверное, преподнести эту информацию, такой материал под каким-то углом тоже должен представляться, на мой взгляд, в наших краеведческих музеях. Основная экспозиция, конечно, это представление животного мира или региона, или того или иного района на основе, конечно же, сейчас это коллекции чучел животных. Классически мы показываем, как это задний план, трехслойная, да, структура, задний, который представлен или фотографиями, или картинами природной среды. Это второй план, где мы даем или какие-то разъяснительные материалы, карты, схемы, и, конечно, дополняем все это чучелами животных. Вот это типичная вот такая экспозиция из Дарвиновского музея. Что мы на сегодняшний день имеем? Это наша экспозиция, но это старая экспозиция, новых фотографий почему-то мы не нашли. Наша экспозиция построена по такому же принципу, да, то есть задник, то есть смена времен года и весна, какие-то материалы дополнительные и, конечно же, чучело наших прекрасных волков на переднем плане. Дальше, вот по такому же принципу построен Инкинский краеведческий музей, то есть задник, там картины и на переднем плане чучела животных, которые привлекают к себе внимание, да. По принципу, так, это Печора историко-краеведческий музей, они пошли по другому принципу, они решили, попытались соединить этнографию с природой, да, и поэтому вот таким образом на фоне лодки они показали фотографии только рыб, которые живут в Печоре, которые имеют какое-то значение. Чучела по изготовлению тоже бывают очень разными, да, мы здесь видим небольшого северного оленя, который тянет такие большие нарты, да? Вот, тоже как бы... Да, попытка соединить этнографию и природу была проделана в Ухтинском историко-краеведческом музее. Но почему попытка? Потому что за основу экспозиции они взяли охотничный промысловый календарь, поместили туда медведя, да, и на этом завершили, потому что все остальные чучела, видите, по принципу полочек и шкафов, без задников, без ничего, без привязки к этому календарю, они просто находятся на заднем плане. И очень интересно бывает то, что таксидермистов нету, мы покупаем чучела, то, что нам предлагают. Иногда таксидермисты, скажем так, играют, да, и здесь не видно, но на заднем плане в Ухте представлена лисица, да, в зимней шкуре, но которая охотится на бабочку, да, то есть для посетителей, наверное, это красиво, да, это привлекательно, но с точки зрения, как бы, науки, это уже есть, как бы, нарушение, то есть мы уже подаем какую-то недостоверную информацию на сегодняшний момент. Следующий слайд нам говорит о проблемах сохранения и экспонирования. Да? Чучела бывают разные, я говорю, сохранности бывают тоже очень разные, потому что за 60 лет чучела имеют правило разрушаться. Но в музее бывает такое, что имеем, то и показываем. Да? То есть, и вот данная утка, я не знаю, но она изначально, наверное, было бы, да, смешно, если бы мне так грустно, да, или вот данная куница, да, понимаете, если такое встретить в природе, то есть неделю можно не спать, да, то есть они-то в природе выглядят совершенно по-другому, да, и поэтому и таксидермисты очень по-разному видят вот этих животных, да. Здесь у нас показано, вот эту фотографию можно увеличить нижнюю? Нет, нельзя. Вот здесь показано, да, тоже, скажем так, в кавычках, пожалуйста, без обиды, дорого-богато, да. То есть Усинский музей приобрел и чучело лося, вот и чучело лося, да, за 500 тысяч, да, завидуем, нет, не эту утку, это потом всем приснится, лося, да, приобрели и северного оленя, приобрели медведя, то есть чучело на очень высоком уровне, да, как вы к ним относитесь, да, по-разному, да, но здесь же, посмотрите, находится все остальное, да, то есть абсолютно все находится в этом зале. Поэтому, значит, восприятие, наверное, природных особенностей региона все-таки, ну, не такое, как должно быть. И поэтому, наверное,
стоит у нас проблема, наверное, вместе поработать еще с муниципальными музеями для того, чтобы каждый музей какую-то свою концепцию выработал для показа вот природного наследия региона. Почему-то к историческому пласту мы относимся бережнее, да, чем показывают природу. Почему-то этнографию мы показываем как-то всегда комплекснее, да, а природа на сегодняшний день, по моему личному мнению, уходит на второй план. То есть мы живем в республике, эко-республике. Мы на всю Россию говорим, что мы эко-республика, что у нас девственные леса, которые охраняются ЮНЕСКО во всем мире, да, что мы развиваем экотуризм. И придя в музей, наверное, и местный житель, и гости нашей республики вот, должны почувствовать вот эту красоту и неповторимость нашего региона. Спасибо за внимание. Татьяне Васильевне, мы так по ходу национального выступления вот это обсуждали. Здесь, Татьяна Васильевна, есть дополнение. Александрова, Путинский музей. Вы очень хорошо действительно сказали, но вот эта вот проблематика, с чем она связана, это в отсутствии просто специалистов. Да? В данный момент, например, у нас сейчас отдел краеведческого музея в поселке Каргашов, мы переехали в новые пространства, в том числе у нас вопросы. Понятно, что за основу было взято все то, что было в историческом здании. Да, просто немножечко по-другому обыграно. Да, мы даже не прикасались к каким-то более научным вещам по одной простой причине. Специалистов нет. Да? То есть, когда мы начнем уже непосредственно делать зал Арктики, мы тоже хотим делать такое некое совмещение зала Револты и зала этнографии, мы, естественно, обратимся к вашему вопросу. На самом деле, особенно последняя фотография, это же опять вопрос, который мы обсуждаем в процессе конференции, технологии музейного дизайна, как это должно быть подано. Даже вот эту ободранную утку, если уже сильно захотите, это ведь концептуально, это тоже, с этим тоже можно работать на этом, да, но здесь я уже молчу про сценарий музейный, но и про дизайн. Конечно, может быть, нужно искать какие-то способы выхода на какие-то гранты, проекты, чтобы осуществлять именно музейные экспозиции на хорошем уровне. Потому что пока понятно, что и в муниципальных музеях это в первую очередь и вопрос финансирования основной музейной деятельности. То есть, слава богу, коллекции хоть как-то хранятся, да, хоть как-то это главное. Потому что и вопрос хранения, и когда выставляется в муниципальном музее что-то, тут понятно, что на уровне района нет художника, нет дизайнера, и это можно сделать только через привлечение специалистов извне. Ну, это же как бы понятные вещи. С этим мы сталкиваемся. С этим мы сталкиваемся, но у нас с коллегами будет, наверное, семинар в октябре, где больше муниципальщиков будет, и мы еще, может быть, проговорим как бы эти вопросы, да, каким образом позиционировать природу на современном уровне, да, чтобы это было, иногда, не знаю, не стыдно, да, за наш регион, да, чтобы это было красиво, чтобы это было достойно. Если уходить от чучел, да, многие музеи уходят, то есть как это сделать, да, для того, чтобы восхититься действительно природой, это действительно надо думать, то есть командой, потому что это каждый музей должен иметь свое лицо, это не модельная библиотека, да, которую построили по одинаковому принципу и заполнили. То есть это действительно лицо каждого района, и это лицо нашей республики. Спасибо. Что подняли эту тему, собрали материал с муниципальных музеев. Это такое новое начинание, хорошее, полезное, главное, и актуальное очень. Так, а сейчас я слово предоставляю Екатерине Ивановне Морозовой, потому как заклад ваш пропустили, и сейчас завершение этой секции. Елена Ивановна Морозова, научный сотрудник отдела истории Национального музея Республики Коми. Опыт и проблемы создания эпохи Республики Коми. Хорошо. Большинство присутствующих здесь
муниципальных сотрудников и от сотрудников музея знают, что темой геральдики я занимаюсь уже много лет. И на сегодняшний день моя статья как раз будет говорить о тех проблемах, которые происходят в геральдической культуре нашего региона на сегодняшний день. И вот перед вами ряд гербов. Это, наверное, самый богатый герб нашего региона. Это герб Сыктывкара. То есть так случилось исторически, что Сыктывкар имел в своей истории несколько гербов, которые менялись, но основой этого герба является везде медведь. Да, действительно. Вот когда мы говорим о гербе, то мы, конечно, понимаем, что это второе имя, которое дано гербу. И он должен описать, герб, есть такое понятие геральдическое, блазон. Он должен описать словесно так, чтобы человек, который никогда не был в этом месте, мог этот герб как-то себе воспринять. Да? Но практически все мы знаем, кто никому не скажет, а какой у нас герб в Сыктывкаре? Медведь. Ну, слава богу, с этим уже понятно. Мы сразу представляем город, медведь. Вот этот герб, который находится справа от экрана и слева от меня, это первый герб нашего города. Он появился с появлением самого города Усть-Сысольска. И мы видим, что это герб. Наш край в большинстве своем входил в состав Вологодского наместничества на тот момент. И в верхней части мы видим именно герб Вологодского наместничества. Это рука, высунувшаяся из серебряного облака, которая держит в руках скипетр и державу. Да, исторические события очень интересные, в том числе и для Вологды. Вы, наверное, знаете, что Вологда могла бы стать столицей Российской империи с доброй помощью Ивана IV Грозного, дабы не упал на его голову кирпич, ну, камень, скажем так, который он воспринял как предостережение. Вот. Вы знаете, Максим Андреевич, лучше вы. Так. И все равно, вы знаете, не мой случай. Извините, пожалуйста, Максим Андреевич, наведите на герб Вологодский. Вот. А в нижней вольной части герба, как описывает геральдика, мы видим спящего медведя. Сразу хочу сказать, что спящий медведь появился не только у нас. В этом же году, но не только у нас. И это город Вольск Самарской губернии, где, опять же, уездный город, ему и дали, опять же, спящего медведя. Кто знает законы геральдики, тот понимает, если не видно, если зверь спящий или птица спящая, не видно когтей, глаз или языка, то вот такой зверь геральдический называется безвольный. То есть описывает, в законах геральдики говорится, что если нет того, другого или третьего, это означает страдание за гроб Господень. Так что мы видим не только медведя как символа нашего края, в коих местах довольно, наверное, вы знаете, было подписано под гербом, но еще и мы знаем, что вот подобный медведь является медведем в жертвенной позе, да? Медведь спящий или медведь в жертвенной позе. Медведя в жертвенной позе, этот знак нам тоже известен. Это археологи рассказывают о том, что подобные фигурки бросали в костер после удачной охоты, как именно жертва тому же медведю. Да? Медведь в жертвенной позе. Но достался он нам. Да? Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Сказал в свое время Врунгель. Такой герб существовал до 1930 года. Когда Сыктывкар стал официальной столицей, этот герб просто перестал существовать. И до 1978 года герба у нас просто не было. Но, в принципе, его не стало во многих городах Советского Союза, потому что с 1918 года перестала существовать и геральдмейстерская контора, которая занималась именно наукой герботворчества. Вот. В 1978 году у нас появляется
новый герб. И вот, да, действительно, и, наверное, каждый из вас представляет себе, что бы это значило. Две реки, слившиеся в одну, Сысола и Вычек, да. Проснувшийся медведь, который трется о елку. Между прочим, это самый удачный вариант. Когда зверь движется, это все-таки какой-то прогресс, какой-то расцвет, да? Движение какое-то есть. Вот. Но проснулся наконец, да. А в верхней части мы видим елку и шестеренку, и каждый сыктывкарец скажет, что это символ СЛПК. Да, лесопромышленного комплекса, который появился в нашем городе. Еще об этом я говорить буду. 1993 год мы видим другой герб, он связан совершенно с новой историей, это уже постсоветский период. Появляется геральдмейстерская контора, но она не везде доходит до нас, она еще, скажем так, не дошла. И несмотря на то, что герб внешне выглядит достаточно симпатично, его главным недостатком является наличие государственных символов, флагов. Хотя эти флаги как будто сливаются в одну реку, тем не менее это уже совершенно иное, это недопустимое, да, в геральдике. Здесь медведь у нас вновь засыпает, и вновь засыпает в жертвенной позе, вот, но при этом он бережно охраняет елочку, а в верхней части мы видим шондбан, да? Это национальный орнамент, который может означать солнце, изорнять жизнедарующую богиню, но по законам геральдики этого быть не должно. Отсутствие национальных, любого рода орнаментов – это обязательная часть геральдического создания геральдики. Ну и самый последний герб, наверное, мы видим, что он его объединяет с вторым, третьим и, собственно, четвертым совершенно неправильный геральдический щит. Мы должны знать, что основной щит – это французский щит, достаточно плавный щит. И вот как раз этот герб был принят в 2005 году. Вы не поверите, мы были на заседании геральдической комиссии города Сыктывкара. Там был Михаил Борисович Рогачев, там был Князев, член Геральдического совета Российской Федерации. И ну, я в качестве гостя немножко мы говорили о том, что надо изменить форму щита. Нам сказали да. Вот. Я хочу напомнить вам, что авторов 3-го и 4-го автором является Анатолий Иосифович Неверов. В нашей республике человек очень известен. Это скульптор прежде всего, и несколько памятников, и несколько памятников исторических, в том числе и часовню жертвам политических репрессий, автором которым он был. Но как герольд он оказался, на мой взгляд, достаточно слабый, потому что геральдическая контора третий герб не приняла. Сказала доработать, убрать шондебан, убрать эти государственные флаги. Он убрал коим образом, заметьте, цвета государственного флага на гербе остались. Мы видим шондебан, которая стала далекой полярной звездой в описании, в блазоне. И в южной, это в елочка у нас теперь уже вся заснеженная. Медведь-то спит, и елочка, видимо, спит вместе с ним, но охраняя эту елочку. По-прежнему, вот не поверите вы мне, наверное, 1 марта я ходила к главному архитектору Сыктывкара, и он мне показывал этот герб и сказал, что он недоработан. 5 марта герб был принят. Вот в том варианте, какой есть. И еще удивительно, что герб был принят геральдической конторой с предложением все-таки доработки, но принят и получил свой официальный номер. Вот. Ну, давайте мы теперь перейдем ко второму кадру, и я буду говорить еще дальше о нашей республике. Да? Мы знаем, в нашей республике сколько городов? 10. 10, спасибо, молодцы. Еще раз просто хочется перечислить. Воркута, которая, в общем-то, да, Инта, Печора, Ухта, Сосногорск, Сыктывкар, Микунь, Ева, Вуктыл. Да? Простите, пожалуйста, Усинцы, да, и Усинск. С большим удовольствием отношусь к городу. Он у нас очень молодой, возник только в 1975 году. Так ведь как городом он стал. Вот. Ну, мы говорим о гербах этих городов, этих районов.
Если герб первый создавался, вот тот самый герб Уссурийска создавался по всем правилам геральдического искусства, то возникает вопрос, по каким правилам создавались советские гербы советского периода и постсоветского периода, что является для многих, наверное, большим вопросом. Будьте добры, давайте с городами разобрались. Следующий, еще следующий. Еще. Хорошо. Итак, мы говорим о том, что геральдическая контора ушла в лето, да, на какое-то время, а города появляются. И мы знаем, что в 43-м становится городом Ухта, в 43-м городом Воркута, Печора в 49-м, Инта в 54-м, Сосногорск в 55-м, Микунь в 59-м. И, естественно, раз появились города, им, естественно, нужен герб. Герб – это еще и символ самостоятельности, то есть отличие, знак самостоятельности, территориальной самостоятельности. Но несколько десятилетий эти города не имели своих гербов. И это было не просто ошибкой властей, это была общей советской тенденцией. Многие города, новые города, вообще не озадачивались появлением своего личного герба, и это было по всей стране, то есть это было, никого особо не беспокоилось. Интерес к городской геральдике возродился к середине 1960-х годов, и примерно, вот представьте, в 60-е годы только по Советскому Союзу возникло 250 городов СССР. Ну, естественно, мы не могли пройти мимо, и, естественно, у нас появляются тоже свои гербы, но появляются они приблизительно в начале 70-х годов. Появляется герб города Воркута, Ухта, Инта. Ну, один за другим я пока говорю, да, посмотрим. Воркута 71 год, Ухта 79 год, Печора 83, Инта 82. Здесь мы видим щиты. Да, у двух городов щиты французского типа. Здесь, казалось бы, все нормально. Вот. И тем не менее, согласно законам постсоветской геральдики, а геральдическая контора возродилась еще в 1993 году, сразу несколько нарушений, причем огромнейших нарушений. Заметьте, везде написано название городов. Что же получается? Я повторяю, вот если это символ города, то верхняя часть, я повторяю, дважды одно имя. Это уже нарушение. Конечно же, мы видим национальные орнаменты. Как я уже сказала, национальный орнамент не имеет права быть на гербе. Следующее. Ну, как без этого обойтись? И как раз возникает вопрос, а как бы изобразить Воркуту без оленя и без террикона шахты? Ну, да, если мы видим оленя и террикон шахты, мы видим шахтерский город. За малым. Шахтерских городов по Советскому Союзу было великое множество. И если убрать оленя, то вот это целый ряд города шахты Ростовской области и всего остального. Вот. Если смотрим мы на Ухту, и чудесно, я сама очень люблю этот город, сама много лет прожила в этом городе, мы видим, что елочка, природное богатство, как бы оно хорошо, оно объясняет. Но дело в том, что леса в нашей республике много, и елочка не является той отличительной частью каждого города. Верно? То есть, да, действительно, их у нас много, этих елочек. Можно каждый город обозначить своей елочкой. А чего нет? Опять же, есть такая вещь. Мы видим огромное количество достопримечательности города. Это было поставлено перед всеми участниками всех проектов, которые должны были обязательно что-то отобразить, ну, какую-то достопримечательность вот этого города. Мы видим, что Инту никак нельзя обозначить без башни Тамвелиуса. Да? Вот Инта – это достопримечательность. Но, согласно правилам геральдики, никаких изображений подобного типа, строений, любого исторического порядка и любого порядка, их не должно быть на гербе. Не должно. А он есть. Причем, заметьте, пожалуйста, что животное, согласно законам геральдики, должно быть развернуто вправо. Вот с этой стороны, как воркутинский олень. А интинский олень развернут влево. Да, правда, голову он, конечно, повернул,
но тело свое обозначено влево. То есть, согласно законам геральдики, все животные, все птицы, они должны быть обозначены вправо. Вот. Наконец, мы видим еще одну особенность – северное сияние. На севере как без него. Да? Северное сияние объясняет вот тот национальный орнамент на Воркуте, как часть северного сияния. Ломаное, вот в верхней части Инты мы тоже видим северное сияние, оно уже, конечно же, есть. Да, город находится практически да, в 57 километров от полярного круга. Да? Вот. А в Ухте что сделать? А Ухта, она какая? Нефтяная территория, нефтяная вышка. Вот как без нее, без нефтяной вышки? А ее быть не должно. Вот заметьте, что вот гербы возникли, и это как бы гордость каждого города. У них есть свой герб, им надо гордиться этим гербом, но у него куча ошибок. Вот с самого первого начала ошибочно. Извинения таковы. А кто занимался этими гербами? Кто создавал эти гербы? Вот. Разработкой гербов занимались энтузиасты. Да, тот, кто что хотел, тот, собственно, это краеведы, местные художники, коллекционеры, геральдисты. Но большей частью это были главные архитекторы, главные художники города. Вот им, собственно говоря, и доставалось создать твой герб, тот герб. Ну, нужно сказать, что вот художниками нашей республики, которые создавали гербы, действительно достаточно интересно. Воркута приглашает Николая Лукьяновича Жилина. Он известный художник, Воркута – город шахтерский богатый, значит, художника, который ни много ни мало, как член Союза художников СССР, его можно нанять, да? Вот. Поляков – автор герба Сыктывкарского. Он, конечно, немножко рангом пониже, но тем не менее он председатель коми-отделения Союза художников РСФСР. Ему и, естественно, флаг в руки. Вот. И практически во всех городах это большей частью художники. Вот они свой герб и создают. Давайте посмотрим еще два герба наших городов. Это Печора и Сыктывкар. Да? Вот мы тоже видим здесь, опять же, целый ряд интересного. Ломанный щит. И печорцы есть здесь? Обожаю этот герб, на нем можно описать все ошибки герботворчества. Вот. Первое, я чтобы не видеть, пока их нет, можно сказать, да? Здесь национальный орнамент, название города. А кто-нибудь из вас попытается мне объяснить, что сие значит вот это многоцветие перенасыщенного герба? Я вам объясню. Ломаная стрела – это Печорская ГРЭС. Абсолютно правильно, да? Ну, вот эти вам понятно, да? А вот теперь попытайтесь, что человек, который никогда не был в Печоре и не знает, что такое Печорская ГРЭС, что для него эта стрела означает. Вот, понятно. Лес, тут опять елочка есть, да? И, наконец, мы видим крылья. Это река Печора? Так, какие у нас, оказывается, да? Так, это не просто река Печора, это еще тот факт, что Печора является центром не только Печорской там пароходства и прочее, что это транспортный центр. Крылья, движемся, товарищи. Понятно, да? То есть, вот опишите мне блазон, да, вот этого герба, попробуйте понять. Ну, кто-нибудь из вас, гости, вы смогли бы представить себе город Печора? Поэтому я хочу сказать, перечислить все недостатки. То есть, если взять в совокупности все эти гербы, то в целом, название города, год основания неправильно, использование национального орнамента неправильно, использование архитектурных сооружений неправильно, нарушение сочетания цветовой гаммы неправильно, но в случае Печоры в прошлом году печорцы сели и очень четко просмотрели цветовую гамму своего герба, то есть изменили. И оно в первоначальном, не то, что как на значке и где-то еще. Вот теперь Печорский музей прислал мне вот тот герб, который сейчас в Печоре. То самое, да? Нарушение ломаного щита, понятно, правильность нахождения геральдической и негеральдической фигуры, понятно, перезагруженность элементами, понятно. Поэтому
Ой, в геральдической конторе нашей страны это называется не гербы, а гербоиды. Или эмблемы. Я, конечно, соглашусь с этим лишь отчасти, потому что, ну, опять же, эти гербы уже пережили несколько десятилетий. Они действительно стали символом для нескольких поколений жителей этого города. И когда уже в 90-е годы возникает вопрос о том, что эти гербы убрать и создать другое, то жители Воркуты и Инты стали стеной за то, что город не изменит своего герба. Второе, что можно быть в защиту этих гербов? Нет ни одного закона, который запрещает использование этих гербов. Это следующий вариант. Да? То есть, значит, они имеют право быть. Для нас это может быть герб, для конторы гербоиды, для кого-то там еще эмблема. Вот. Ну и еще два герба. У меня есть время? Нет, уже все. Елена, покажите правильный герб. Правильного герба? А, давайте. Давайте, следующее. Так, это гербы Сыктывкара. Далее. Все. Перед вами герб города Сосногорск. Правильный герб города Сосногорск. Единственно правильный. Усинский герб не признан, хотя имеет свою историю. Официально не признан, он не прошел геральдическую контору. Совершенно нет. Не, все это не прошло. И поскольку я уже, по-моему, вышла за все рамки, я вам предлагаю самый последний кадр. Я сейчас зачитаю описание одного герба, а вы, жители республики, попробуйте, а вы, Никиту, не переворачивайте, да, чтобы мы до конца не узнали о счастье. В червленном красном поле, лазоревый синий-голубой, окаймленный золотом лазоревый велообразный крест, верхние плечи которого чешуеобразно изогнуты, поверх которого золотой щиток, в котором сияющее солнце, обозначено теневым цветом с лучом, вписанный в щиток. Из лучей в стороны проходят за пределы щита 4 2+2 лосиные морды. Не переворачиваем. Пусть Сильма. А та срява, Сильма вас побьет. Давайте-ка сейчас меняем. Да, комигерб, да. Никита, последний. Перед вами герб Усть-Вимского района. Скажите, пожалуйста, что из того, что я вам прочитала? Лосиные головы 2+2. Между прочим, это был первый районный герб 1999 года, который был признан геральдической конторой. Он стоит под номером. Но в завершение всего счастливого хочу рассказать, что, готовясь к этой статье, я прочитала множество статей геральдической конторы. В 4 критических статьях о районных гербах упоминается Республика Коми. Нарушением, прежде всего, самого главного – блазона. Согласитесь, чтобы из этого, что я вам прочла, представить вот это, нужно быть ученым высокого уровня для начала, а не человеком, которым никогда не был в Усть-Вимском районе. В этом и проблема. Поэтому, когда создаем герб, сначала изучаем законы геральдики. Читаем Винклера. Да. Можно вопрос? Да. Сейчас быстренько переносится, пролистал гербы других регионов, да, других там, городов России, и как бы там, ну, тоже все те же ошибки, которые вы называете. Вопрос. Чем занимается, соответственно, это геральдическое общество, которое Если мы... Нет. Все это проходит. Ага. Хорошо. Геральдическая комиссия не занимается... Есть ряд рекомендаций, которые даются в обязательном порядке, что должно быть, чего нет. Это первое. То есть сама комиссия созданием гербов не занимается. Ее задача проверить гербы на соответствие требованиям и дать определенные рекомендации. В геральдической комиссии существует целый ряд специалистов и целый ряд районов. Заметьте, я к районным гербам даже не переходила. Целый ряд районов обратились к москвичам, есть целая творческая группа, которая занимается созданием геральдики. Вот. То есть есть авторская группа, которая представляет собой, что Ижму нельзя без оленя представить, да? Это самое, что, например, да, Воркуту без чего-то еще, а уже дальше идет общая работа. У нас на сегодняшний день районов 12, районных гербов принято 10. Некоторые районы не имеют даже своей эмблемы.
Даже, например, город Емва. Он вообще не имеет ни эмблемы, ни обозначения. И город Вуктыл, который предложил в качестве основы птеродактиля. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена. В программе некоторые изменения произошли, поэтому сейчас будет выступать Ирина Плаксина с темой резные Голгоф и Пижемского и Старообрядческого центра музейных собраний России. Следующая Екатерина Владимировна Прокуратова, если она будет но еще не подошла. Да. И потом после нее Галина Сергеевна Савельева и Анатолий Васильевич Конюков. Поняли, да? Немножко изменился порядок. А потом мы себя любим послушаем. Да, пожалуйста. Я хотела бы вначале поздравить уважаемых коллег с вашим замечательным очередным юбилеем, пожелать вам дальнейшего роста, развития, расширения, углубления всех направлений деятельности, оставаться по-прежнему держать высоко планку ведущего научно-исследовательского и просветительского музейного центра Республики Коми, на который мы ориентируемся и, конечно, восхищаемся и всячески учимся у вас, как у старших и более таких опытных, конечно, более опытного и имеющего глубокие такие корни музейного объединения, почему-то хочется сказать, потому что действительно музей крупный, большой, значимый и очень серьезный, с богатейшими коллекциями. А мы ваши дети, да. И постоянно... Я имею в виду, что коллекции нашего музея, которые поступили в 20-е годы, видимо, переданы художественный музей, который стал национальной. Видимо, мы подсознательно стремимся все время объединиться с вами, поэтому... А коллекции те находились вот в этом маленьком зале, который назывался «Запасники». Поэтому Калинин вынужден был расстаться. Конечно, удивительные перемены произошли за 30 лет. Мне довелось в этом здании работать всего 2 года, 97-98 год, и с того времени такие колоссальные перемены, то это замечательно и очень здорово. Ну, это как бы немножечко мы отвлекаемся. Мой небольшой доклад посвящен очень узкой теме старообрядческим резным Голгофам Пижемского религиозного центра в музейных собраниях России. Я хотела бы познакомить с новыми находками, которые случившимися буквально за последние 2-3 года. Речь пойдет о произведениях старообрядческой деревянной резной пластики, иконах и крестах с изображением Голгофского креста. Вот они тут есть на заставочке, такого рода предметы. Они в прошлом повсеместно бытовали среди старообрядцев, преимущественно без поповского согласия. Вот. Но изучение этого вида искусства старообрядческого началось очень поздно. Можно сказать, что в 60-е годы появились только первые, после, мы, конечно, берем уже советский период, да? 60-е годы — это эпизодические труды сотрудников Государственного Эрмитажа, и накопление и глубокое изучение этой темы началось вот буквально в 90-е годы. Но с того времени исследователи существенно продвинулись в понимании того, что это за такой вид изобразительного искусства, в назначении, бытовании этих предметов. И сделаны какие-то попытки их атрибуции, хотя это достаточно остается сложным. В большей степени повезло, конечно, произведением Выголексинского общежительства. Это крупнейший центр старообрядцев Поморского Даниловского согласия в Заонежье. Дело в том, что этот центр начал привлекать внимание исследователей уже в конце 19-го, начале 20 века, и произведения старообрядческой пластики собирались коллекционерами, в частности, Дружининым, знаменитым
исследователем старообрядчества Василием Григорьевичем Дружининым, для которого формировал коллекцию его друг Федор Антонович Каликин, сам старообрядец, хорошо разбиравшийся в этом предмете. Поэтому на предметах разрозненной, трагически разрозненной уже в советские годы коллекции Дружинина, рассредоточенной по различным музейным собраниям, есть пометы, согласно которым они происходят там с кладбищ, допустим, Шунги, Лексы. И, в общем-то, это дает основание их конкретно атрибутировать как произведение Выго-Лексинского поморского общежительства. Но вместе с тем во многих музеях сохранилось множество предметов, не имеющих никакой региональной привязки. И актуальной задачей исследования остается систематизация памятников по иконографическим, по каким-то визуальным признакам и сопоставление их уже с сохранившимися артефактами. Там можно полистать, я, наверное, уже как бы... Или это я, да, наверное, должна листать сама. Ну вот как раз на этом слайде вы можете видеть различные предметы из музеев Санкт-Петербурга и Москвы. Здесь и бык, и просто доски, которые несут вот такую широкую атрибуцию «Русский север». Непонятно, где они были созданы. Относительно недавно нами была выделена группа произведений деревянной и резной пластики так называемого Пижемского религиозного центра. Этот термин предложен Татьяной Ивановной Дроновой, исследователем Усть-Цилимского старообрядчества. Она выделяет Цилимский религиозный центр, Усть-Цилимский и Пижемский, как старейший. Да? Это... Все они, эти произведения XVIII начала XX века связаны с деятельностью Великопоженского скита на реке Пижме. Для тех, кто не знает, но тут, наверное, все знают, это река приток Печоры, территория современного Усть-Цилимского района Республики Коми, в прошлом Мезенский, а затем Печорский уезд. Вот здесь на этой карте выделен Великопоженский скит и Цилимский скит. Хочу отметить, что карта 1824 года, на ней вполне официально старообрядческие скиты нанесены и благополучно представлены. И фотография с кладбища деревни Скитской. Напомню, что Великопоженский скит — это влиятельный духовный центр северного, прежде всего Печорского старообрядчества Поморского Даниловского согласия, история которого памятна самосожжению 1743 года. Он был основан уже в конце XVII века и закрыт в середине XIX века, после чего на его месте возникла деревня Скитская. В скиту переписывались книги, создавались резные иконы, отличительные признаки которых были нами описаны в ряде статей. Вот среди них устойчивый рисунок наконечников орудий страстей, вот они увеличены, эти детали, копье в виде граненого треугольника и трость, губка трости в виде такого 4-лепесткового цветка с выемкой на каждом лепестке. Также особенности в написании имени Христа с перемычкой горизонтальной. И вот такая самая яркая особенность, как изображение вытянутых кринов таких в углах над аркой или по сторонам от Голгофы. Ну, как версия, возможно, такие... Ну, крин — это, вы знаете, да, такой распространенный символический мотив искусства. Нами было выявлено около 30 памятников, наделенных этими признаками, в различных музейных и частных собраниях, как на территории Республики Коми, так и за ее пределами, в музеях Архангельской области, Пермского края, Санкт-Петербурга. Ну вот, покажу вам отдельные из музея Лишиконского, из музея Малые Карелы, из Государственного русского музея, из музея этнографии. Есть такого рода предметы и в Кунсткамере, и в ряде других музеев. Полученные результаты систематизированы были нами в виде издания каталога, который может стать инструментом для атрибуции старообрядческой пластики Нижней Печоры в других музейных и частных собраниях. Я с удовольствием эту книгу преподнесу в библиотеку Национального музея Республики Коми и надеюсь, что она будет полезна. В рамках же данного доклада я хотела остановиться на нескольких, ну буквально на 3 находках,
И пример их атрибуции памятников из музеев за пределами Республики Коми на момент исследования неопределенных или определенных на уровне крупного географического региона. Так совершенно случайно нам удалось обнаружить в Пермском краеведческом музее замечательную икону «Крест Голгофский». Вот она перед вами, она атрибутируется как произведение XVIII века, вырезана из дерева березы, покрашена краской суриком, имеет небольшие размеры, примерно 19 на 10 сантиметров, толщина 1,7 сантиметров. Икона поступила в музей до 1930 года. Обстоятельства поступления неизвестны. Этот артефакт, почему он для нас особенно интересен, поскольку он позволил доказать связь пижемских резных икон с погребальным обрядом Уссулем. Ранее считалось, что функция подобных предметов и по сей день широко бытующих в Уссулимском районе в качестве молитвенных образов, прежде всего в домашних иконостасах, никак не связана с установкой, с погребальным обрядом. Ну, а на обороте этой иконы есть надпись зелеными чернилами в 7 строк: «Деревня Скитская, по реке Пижма, Староверское кладбище, оттуда же 2 креста деревянные». Ну, конечно, можно предположить, что она могла там, допустим, украшать часовню, вход, да, или какой-то обетный амбарец. Но, скорее всего, я думаю, что все-таки она была установлена на голубце, как это характерно именно для старообрядцев поморского согласия. Вот. Она отличается небольшими размерами. Это все в пользу говорит того, что она была частью погребального сооружения, вытянутыми пропорциями. Вот. А иконография относится к типу крест под аркой. Его также Надежда Валерьевна Пивоварова связывает с погребальным культом. И присутствуют все типичные признаки пижемской пластики, в том числе и характерный рисунок наконечников копья и трости, расположение аббревиатур в строго определенной последовательности, горизонтальная перемычка в букве Христа, в теанимограмме Христа. И конечно, самый яркий мотив — это крины над аркой и по углам от горы Голгофы. Икона была окрашена в яркий такой красно-оранжевый цвет, предположительно суриком. До этого Ириной Сергеевной Астаховой, руководителем геологического музея Института геологии Коми-научного центра, было проведено исследование другой иконы из собрания Национальной галереи Республики Коми, а именно исследование пигментного состава красок. И ей удалось доказать, что в качестве красного пигмента использован сурик. Интересно, что мы нашли документальное подтверждение того, что сурик широко использовался в конце XVIII века в Великопоженском скиту, причем великопоженцы получали сурик с верховьев Печоры. Об этом свидетельствует обнаруженное еще Малышевым письмо жителя Усть-Волосницкого скита Диомида Ломаева, Великопоженский скит от 2 июня 1794 года, в котором он сообщает, что наряду с другими товарами послал толченого сурику 1,5 фунта. Еще одна пижемская икона, свидетельствующая о связях великопоженцев с колвинскими старообрядцами, была выявлена в собрании Соликамского краеведческого музея. В музейной документации местом ее создания называется Пермская губерния или Архангельская губерния. Икона представляет более распространенный в пижемской пластике тип иконографии — крест на свободном поле. Присутствуют все, опять-таки, атрибуционные признаки пижемской пластики, а живопись, она более поздняя, выполнена масляной краской поверх первоначальной окраски. Видимо, выполнена живопись в традициях официальной церкви, что говорит о том, что уже к этому времени икона потеряла, наверное, свою связь со старообрядчеством и с первоначальной средой бытования.
Вот, об этом говорит изображение Христа в терновом венце, аббревиатура Инсы во главе креста, изображение Саваофа. Все это вот традиция официальной церкви. Запись может быть атрибутирована серединой второй половины XIX века и, скорее всего, выполнена уже на территории Пермского края неизвестным иконописцем. Вот по сведениям с датчика икона происходит из некоего ныропского скита. Нам не удалось найти информацию о том, что за скиты были в окрестностях Ныроба, но по трудам Чагина и более ранним свидетельствам известно, что в этих местах было довольно много скитов и старообрядцев, и оформление старообрядческих центров происходило под непосредственным влиянием великопоженского скита. В преданиях населения древнейшего колвинского поселения Искара, я вот на карте его покажу, тут, правда, не видно, очень мелко, находящегося недалеко от Ныроба, сохранилась история рода Пешехоновых, тесно связанного с великопоженским скитом. Один из представителей этого рода, житель Искары Доментий Казмич Пешехонов, удалился в великопоженский скит. Был одним из двух скитников, которые не пошли на самосожжение в 1743 году. В документах, в допросных речах великопоженского скита его имя сохранилось. Вследствие Бергаул Леонтий Кириллов сообщал, что он по все годы в Пустоозерский острог ходил по Печоре реке с хлебом на каюках, а в той скит, от чего приехал, он не знает. Вот. Но после этого, после самосожжения, Доментий Пешехонов ушел на Щугар, обосновался в скиту в ее верховьях. Тогда же стал слаб здоровьем, выехал из него и поселился в деревушке Усть-Щугар. И якобы полученные от великопоженцев перед самосожжением деньги он завещал своим сыновьям на строительство каменной церкви в Искаре. Вот такая есть легенда. Причем имя Доментия Пешехонова сохранилось в Уссыльмском собрании Пушкинского дома в Минее Праздничной, происходящей из деревни Филипповской на реке Цильме. Вот. Ну и о значительном влиянии великопоженского скита на Верхней Колве в первой половине XIX века свидетельствуют опубликованные Георгием Николаевичем Чагиным материалы дела Чердынского уездного суда по обвинению крестьянина села Мылома Усть-Сысольского уезда Степана Пыстина, посланного в 1830-е годы из великопоженского скита на Верхнюю Колву с рукописными копиями указа 1831 года от имени царя Николая Павловича с разрешением жить по старым обрядам и иметь льготы. В этом источнике, между прочим, описывается маршрут великопоженских старцев в Сибирь с Верхней Печоры на Колву с обязательной остановкой в деревне Нюзим. Это вот тут же, в этих же окрестностях. К произведениям Пижемского религиозного центра, на наш взгляд, относится также икона Крест Голгофский из собрания Государственного русского музея, она слева. В середине ее оборот. На первый взгляд икона отличается от большинства известных произведений пижемской пластики, однако в ней есть много общего с иконой из собрания Пермского музея. Она справа. Помимо вышеназванных традиционных признаков пижемской пластики, декоративное решение арочной композиции очень близко, дуги с треугольными полукруглыми насечками, идентичное решение оснований колонн, практически засечки со свисающими козырьком в буквах А и Л, отсутствие широкой рамки киота. Живопись фигуры распятого Христа также является более поздним поновлением образа. Интересно, что вот эта икона, конечно, вот о ней нам мало что удалось узнать об истории, потому что в Русском музее ее не изучали, не занимались и не знали, куда ее отнести, к какому центру. Но происходит она из собрания знаменитого русского художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина. Конечно, она, скорее всего, поступила в музей в 1900 году в составе его коллекции бытовой утвари. Икона была опубликована в 1911 году Алексеем Александровичем Бобринским в его знаменитом издании «Народные русские деревянные изделия» как произведение XVIII века без региональной привязки. Именно вот там я и увидела ее впервые, воспроизведение этой иконы. Вот. Ну и сейчас уже, наверное, вряд ли можно установить, как она попала в собрание Верещагина, хотя, конечно, возникает соблазн связать
ее приобретения, с путешествием Верещагина по Северной Двине. Как известно, в 1894 году он отправился от Сольвычегодска до Архангельска по Северной Двине, причем барку ему построили в Яринске. Ареал бытования и известных произведений пижемской пластики включает в себя бассейны рек Пиниги, правого притока Северной Двины, и Мизени, не только Печоры. Так что вполне возможно в его вот этой замечательной книге, в очерках описываются ее встречи с раскольниками сплошь и рядом, населявшими берега Северной Двины. Так что соблазн есть и вполне такое возможно. Таким образом, определение визуальных признаков пижемской старообрядческой резной пластики позволило выявить произведения этого центра в музейных собраниях за пределами Республики Коми, а полученные в ходе исследования данные обогащают сведения о характере бытования резных колгов, и география их распространения отражает географию внутриконфессиональных связей печорских старообрядцев и столповцев. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья. Следующий докладчик, как договаривались. Галина Сергеевна, пожалуйста. Назовите тему. Значит, тема моего доклада видеоматериалы, прилуцкие видеоматериалы в фольклорном фонде Института языка, литературы и истории. Значит, фольклорный фонд Института языка, литературы и истории является хранилищем аудио и видеозаписей, сделанных в ходе экспедиций фольклористами, диалектологами и этнографами, сотрудниками нашего института, начиная с конца 50-х годов прошлого века. В фонде хранятся аудиоматериалы диалектологических экспедиций, послуживших основам диалектологических словарей коми-языка, известного этнографа Грибова и таких известных фольклористов, как Рочева, Чисталева, Плесовского, Микушева. Первые видеозаписи, хранящиеся в фонде, датируется январем 1994 года. Это материалы Короткерусской фольклорной экспедиции. И вплоть до сегодняшнего дня фиксация на экспедиционных материалах на видеокамеры остается приоритетной. Большую часть материалов, это касается всех районов, не только Прилузского района, составляют репортажи с местными старожилами. Темы разговоров укладываются в достаточно устойчивую схему. Это биографические сведения об исполнителе, календарно-обрядовый фольклор, свадьба, похороны, прозаические песенный фольклор, этнография детства и другие, так или иначе связанные с традицией, с традиционным укладом сведения. Помимо, собственно, репортажей, особое внимание собирателями уделяется записи сохраняющихся или воссозданных элементов традиционной культуры. Ну, вот для наглядности я бы хотела показать такой среднестатистический реестр, опись к пленкам можно включить. Вот, да, В1558. Ну, реестр – это то, что, ну, описание, что находится на пленке. Значит, запись гармониста включает не только исполнение, ну, исполнительство, но и какие-то биографические сведения. Можно пролистать? Сведения об исполнителе биографические, которые, собственно, являются историческими сведениями. Дальше уже следующий информатор. Еще плесните, пожалуйста. Угу. Значит, это уже поминальные обряды, календарная обрядность, сведения о топонимах, Прилузский район, и вот 59-й как продолжение. Следующий файл. В15. Угу. Вот тоже поминальные песни и обряды, заговорная традиция, о святочных духах, ну и так далее. Собственно, все, что может рассказать информатор о традиционной культуре. Теперь можно перечень экспедиций. Значит, география
экспедиции в Прилузский район включают Черныш, Читаевский сельсовет, Прокопьевский сельсовет, Лоинский сельсовет, Спаспорубский, Гурьевский и Мутицкий сельсовет. Вот. Период с 1996 года по 2012 год, всего 82 единицы хранения. Некоторые видеоматериалы являются результатом целенаправленных экспедиций для сбора материалов по конкретной теме. Так, экспедиция в село Черныш 1996 года проводилась с участием Желанова Надежды Ильиничны, это музыковеда московского, специализирующегося на изучении инструментальной традиции Коми Пермяков. И, конечно, параллельный материал, который можно зафиксировать у Коми Зырян, представлял для нее особый интерес. Тогда она была участницей экспедиции от Центра народного творчества нашего. Вот. И, собственно, в ходе этой экспедиции записывались не только игра на чипсонах, которая является визитной карточкой села Черныш, но и технологии изготовления, традиционные способы обучения, включенность в обрядовую жизнь и так далее. Также целенаправленно была осуществлена запись рождественских игрищ в селе Прокопьевка 1998 года. Я не знаю, как, давайте попробуем посмотреть, вот Прокопьевка, да. Это уже скомбинированная запись, потому что в реальном времени 2 часа длится запись. Ну вот что-то тут урезано, так, чтобы была более-менее видна хореография. Можно звук выключить, а этот пусть идет. Или потише. Рождественские игрища были возобновлены здесь примерно в начале 90-х годов с сохранением традиционной приуроченности к 19 января, к празднику Крещения. Это уникальная по своей сохранности традиция. И важно, что это не участники ансамбля при Доме культуры, это просто местные жители. Вот, хотя вроде как одели клубные костюмы, многие из них уже не проживают в Прокопьевке, но специально съезжаются вот на этот праздник. Значит, сохраняется традиция, здесь принято, что исполняют песни и ведут все игрище пожилые женщины. Здесь это тоже демонстрируется. Единственное, что вот появилась здесь гармошка, которая, наверное, нововведение такое, но в принципе она не мешает, очень... как-то она вписалась в эту традицию. Конечно, такие записи – это вот тот редкий случай, когда традицию можно описать не только на основе воспоминаний населения, архивных материалов, да, но когда описываешь традицию, собственно, увидев ее своими глазами. У нас имеется 3 видеозаписи рождественских игрищ. Первая 96-го года, которую сделали сотрудники Дома культуры Прокопьевского сами и прислали в Центр народного творчества. Вот, собственно, по следам этой экспедиции мы туда поехали и вот записали. И в 2003 году игрища записывались экспедиции с участием японского профессора из Токио, Такиско Хасино Хироси. Вот. Но там они уже были не в живом бытовании, а, собственно, ну, как бы разыгрываемые для такого важного гостя. Вот. Ну, что хочу сказать, что все эти 3 видеозаписи, они очень дополняют друг друга и не дублируют друг друга. Следующее, на чем бы все можно остановиться. Вот, конечно, фиксация на видео фиксируется материал, который совершенно невозможно записать ни аудио, и описать виденное тоже очень сложно. Это пляска. Для нашего региона это большая редкость. Ну, я имею в виду не то, что мало плясали, а что зафиксировано материала о традиционной пляске у нас очень мало. И вот я хочу показать мутницу, вот пляска мутница.
Вот как раз один из таких вариантов – пляска под частушку. Достаточно. Вот это очень такой характерный шаг для русской традиции. Вот, и, ну, как бы, наверное, человеку не следующему кажется, что пляска – это что-то с размахом. Ну, вот именно примерно вот так вот степенно это все происходило. Так, еще вот хотелось бы, мы, конечно, фольклористы, да, но, тем не менее, никогда не проходим мимо материала, ну, который принято называть этнографическим. По реке Летки у многих исполнителей сохраняются элементы традиционного костюма. Вот, очень благодатный в этом отношении район. И вот при Мутицком доме культуры, да, уже можно включать, у них такой сложился небольшой мини-музейчик по традиционному костюму. Вот. Ну вот это вот сорока, там как бы достаточно много материала, это вот сорока, исполнитель. Вообще было без схемы. Но это все, сейчас будет абсолютно так, красивые, разные, потом светло-красные платок. Здоровался, наверное, запись собирали. Так, поскольку костюмы, они всегда малы, участников экспедиции, вот самая юная участница экспедиции, на ней показывают, как надевается этот убор. У бабушки, когда ветки волосили, там что было искать? Там Конечно, параллельно делаются фотоснимки подробные орнаментов, и это, ну, на мой взгляд, это очень хороший комментарий к фотографиям. Ну, это вот заодно решили, что девочку оденем. Сорока – это женский головной убор уже после замужней, ну, сейчас такое. Вот решили, что поскольку у нас девочка, то вот заплели ей косу, как полагается.
Да, все. И, ну, вот еще хочу показать тоже, но это уже одна из головедич, это головной убор палетки с просватанной девушки. Она его носит с момента просватания до момента, когда приезжают женихи в дом. И вот у исполнительницы головедич сохранился. Вот, и сейчас она продемонстрирует, как он одевался. Косу примерно заплели. Здесь, конечно, тормозит, но все как бы все равно это. Ну, это уже, собственно, это. Да, ну, это уже вот опять это головной убор. Замужний. Ну, все, собственно, можно это остановить. Ну, вот дело в том, что сегодняшнему докладу у нас проблема с оцифровкой записи, поэтому, конечно, хотелось бы показать больше, да, примерно. Мы очень заинтересованы в том, чтобы наши записи сопровождали экспозиции музейные. Вот, и хотелось показать побольше, но сейчас у нас проблема пока с оцифровкой. Вот мы пока не можем наладить, поэтому показано было то, что есть. Презентовать. Пожалуйста, вопрос. Последнем сюжете, когда сверху платок завязали, что-то есть. Там такая подкладочка специальная из красной ткани, чтобы вот эта вот часть, она держалась, да. Нет, она просто вот такая прикладывается и завязывается. Она кладется на лоб. Ну да, чтобы вот эта вот часть, она была приподнята. Сейчас традиция сохраняется, Да, она сохраняется. Видите, дело в том, что мы последний раз записывали в 2003 году, но сейчас вот Прокопьевка, она стала, как, ну, насколько я понимаю, только один раз присутствовала несколько лет назад, их очень активно стали вывозить в Сыктывкар. Я вот боюсь, не испортила бы это, ну так-то вообще у них эта традиция сохраняется. Во всяком случае, репертуар, сейчас уже другие исполнители, уже другие пожилые женщины, в общем-то, это... Единственное, что это естественные процессы. Коми население поет русские песни. Вот. И записи 98-го года, они вот отражают специфику воспроизведения именно комиязычными людьми вот этих русских текстов. У нас особый какой-то колорит. Это. Сейчас, конечно, они вот, ну, очень русские. Исполнение очень русское. Два вопроса. Во-первых, вот как назвать сороку? Бывает в экскурсиях традиционный головной убор. Вы знаете, вот надо порыться, посмотреть в наших материалах. Я сейчас посмотрела, видите, давно записывали, я не помню. Сейчас вот у меня больше была задача показать материал, да, и я что-то вот тоже не увидела никаких. В всех коллекциях есть этот головной убор, точно с таким же названием. Потому что я сама была как-то вовлечена в такую неприятную историю, была выставка
по традиционной культуре, приезжали, нам читали лекции из ГИМу, и когда я начала рассказывать о костюмах, что это коренные севера, Сциллион, они возмутились. Да вы что, у нас в Новгородской губернии точно такие же костюмы, правильно? Потому что нужно было пояснить, что Сциллион, люди, которые население, которое оказалось населением такой-то причины. И второй вопрос. Помните, в 90-е годы выдвинулся вопрос о передаче вам в сектор фольклора записей Центра народного творчества. Вы были записаны на бобинах, да? Ну, как сделался это? Нет, да, не Центр народного творчества. Это как раз мы работали в Центре народного творчества, и мы все родили, у нас была идея создание дублефонда на базе Центра народного творчества, и мы хотели заняться оцифровкой, создать такую некую общую базу данных с материалами фольклорного фонда нынешнего, в котором мы сейчас работаем. Носиков, то есть, Да. Он как бы так давал. Он хотел, он предлагал передать этим специалистам. Но это не Центр народного творчества, а как раз Института языка, литературы и истории, где мы сейчас работаем. Ну, потому что Министерство культуры инициировало именно вот создание дубль-фонда, где все оцифруется в оцифрованном виде, как некое хранилище, вот будет храниться. Собственно, идея это была хорошая, но она никак не реализовалась, к сожалению. Потому что идея это... Спасибо. Можете отдохнуть. Старший научный сотрудник сектора фольклора, исследования истории литературы. Наговорю тему доклада, да? Да, тема доклада, она такая абстрактная, похоронная обрядность в видеозаписях, потому что мы были в отпусках, и просто уж дали название, какое в голову пришло. Понятно, что это тема такая необъятная. Просто все равно, когда большой опыт уже экспедиционной работы, ты понимаешь, что у тебя под спудом накапливается материал, который ты никогда сам использовать не будешь и не знаешь, сможешь ли кому-нибудь дать это использовать, поскольку тут затрагиваются такие очень интимные стороны вот частной жизни и, собственно, даже какие-то этические проблемы, которые ты не можешь сам для себя решить. Так это вот как тут это делается? Просто... туда, да? Вот, потом, на самом деле, вот, отталкиваясь от каких-то этических, ну и, собственно, даже, может, философских размышлений собственных, начинаешь задумываться, как это может быть задействовано, вот, в принципе, в общей исследовательской работе, и на самом деле, как это фиксирует, и можно ли это как-то по-другому еще зафиксировать, вот эту уходящую традицию, вечно текущую. Вот как бы несколько таких тезисов, ну даже не тезисов, как бы пластов, которые связаны именно с этим. Конечно, в наших материалах прежде всего основное место занимает это видеосъемки кладбищ. Неведомо откуда пошло, но вот такое вот у нас есть уже своя внутренняя традиция почти всегда, когда мы попадаем, мы стараемся посмотреть деревенское кладбище и что-то оттуда заснять, поскольку для нас вот это погост, это вот как бы вот некое зеркало традиции, зеркало ее существования в нынешнее время, потому что сразу видно, что и как. Вот крест, который на берегу реки Сысово, это, конечно, не могильный крест, это вот то, что заменяет могилу. Это могила утопленника, которого не нашли, вот он на берегу. Вот как бы вот это очень ярко демонстрирует вот изменчивость и консервативность, собственно, похоронной обрядности, даже начиная вот от могильных знаков. Вот это вроде бы крест, а на самом деле это вот некий архетип вот этой похоронной ладьи. Вот тут весло, и наверху сломанный винт от моторной лодки, установлен, видимо, на месте, утопленника найти не смогли, и вот это как бы то, что замещает ему могилу. Собственно, помимо кладбищ, конечно, мы достаточно
часто снимаем вот самые различные поминальные обряды, с которыми связаны вот все-таки многие фольклорные образцы. И очень часто бывает, что их просто так записать невозможно, можно записать только в контексте. Вот снимаешь поминки, вот на этих поминках они много чего могут исполнить. Ну и сами съемки похорон изредка к нам тоже попадают. Ну, конечно, мы как бы туда не рвемся. Бывает иногда, что вот сами люди приглашают и просят, чтобы мы поучаствовали как-то во всем этом. Конечно, если есть такая возможность, мы тоже не отказываемся, несмотря на то, что это все достаточно частная, интимная жизнь. Собственно, вот съемки деревенских кладбищ, это, конечно, тоже такой полимсест многоуровневый. Их можно рассматривать и как некий этнографический объект, как мемориальный пласт, собственно, для нас, для фольклористов, потому что очень часто мы фиксируем именно могилы исполнителей, которых когда-то записывали, которых уже нет, да и сами, собственно, весь наш архив – это вот некий мемориальный комплекс, поскольку этих бабушек уже давно нету. Мы занимаемся стараемся записывать самых пожилых исполнителей уже. Понятно, что кладбище – это как некая часть, собственно, деревенского ландшафта и культурной топографии. И от него, как бы, собственно, и строится вся деревенская жизнь и в современности. Когда фиксируешь это много-много раз, понимаешь, что похоронная обрядность, с одной стороны, самая консервативная часть вот этой деревенской традиции, а с другой стороны, это вот самая изменчивая часть. Она всасывает в себя все, что может освоить и как-то символизировать. То, что снималось 10 лет назад, сегодня уже не актуально, поскольку настолько все это изменчиво, меняется, и только кажется, что мы фиксируем вот как бы вот некую архаику. Ну, тут давайте попробуем какую-нибудь. Не включается, да? Видите, это такой вот свернутый вариант деревенского ландшафта. Это средняя, вот с видео у нас проблемы, средняя Печора, Бриколанс, деревня Чика. Когда осваивалась вот эта территория иженцами, у них не было ни кладбищ, ни церквей. Самая большая проблема была негде покойника отпеть, и понятно, что и негде было хранить. У них возникла такая локальная традиция своих родовых погостов. Двор крестьянский, и почти в каждом дворе свои вот эти могилы своих предков. 5-6 могил. И пока вот потомки живут, эти могилы указываются, в чем мы не видели ни одной вот такой могилы заброшенной. Все это достаточно хорошо ухаживается и как бы помнится. Вот такой свернутый вариант традиционного деревенского. Звук даже слышу. Собственно, женщину спросили, она знает 19-го года могила, она не самая старая, но вот, собственно, это тот период, когда в первые годы советской власти, видимо, тут это тоже что-то происходило. Она знает, чьи эти могилы, бабушки уже старые нету, но кто-то вот за ними все равно еще ухаживает. Таких родовых могил достаточно много вот в этой деревне. Так, дальше пойдем. Это как вариант того, что мы снимаем, над этим кому-то надо думать, как-то это надо представлять. Вот возьму для примера вот деревня Весляны, это Нижегородский район, расположена в устье притока Выми Весляная, вот она, такая небольшая деревня, достаточно традиционная, вот в том конце кладбище, там была своя часовня, часовников нет, а в другом конце на берегу, если показать, потом. Топография такая достаточно устойчивая. Следующее. Пойдет у меня, да?
маленький фрагмент, вот кладбище вот этой самой деревни. Тоже уже достаточно такое разрозненное, всего всякого уже намешано. Приятно, что вот нету вот этих изгородей, которые сейчас достаточно модные. Вот как бы смотрим, вот, рассматриваем могилы, видим, что вот какие-то вот архаичные вот такие домовины как бы исходим. Начинаем работать в традиции, узнаем, что вот эти домовины появились, собственно, в совхозное время, когда у них построили пилораму. Как появилась пилорама, вот они стали, вот откуда-то всплыло, стали это делать. А архаичным вот перед этим было, могилу покрывали просто 3 поленами. 3 полежка из дома несут, вот 3 полежка туда, на эту могилу кладут, могила как бы укрытая, независимо от того, там стоял крест, не стоял, какой знак там был. Объяснений этому, в принципе, никаких они не дают, вот такая традиция была и была. Ну, первое, что приходит на ум, это вот параллель с так называемым лестницами Бога, Енсот. Это мы на ударе записывали, фиксировали, когда вот из 3 полешек в снегу во дворе на Рождество ставили такую, как лесенки, 3 ступеньки. Они разной длины, и по этим ступенькам в Рождество должен спуститься Бог к тебе во двор и принести богатство. И, ну, как бы такая ассоциация, может быть, откуда-то оттуда же это все и всплыло. Посмотришь в соседних селах, там у них свои какие-то. Вот появилось у кого-то, кто-то первый принес на могилу камень. Вот тут же появилась традиция на могильных камней. Эти камни в похоронной обрядности там по-разному задействованы. Прежде всего, это как заместитель покойника в самом доме, когда гроб вносят, ставят на это место камень. Иногда этот камень уносят на кладбище, иногда его потом используют в быту. Вот как появилась вот некая символичность вот этого действия. Вот он тут же подхватывается традицией. Так, вернемся вот ко второму топографии села. Вот, собственно, старая церковь деревни Весляны. Вот такая она была, большая и красивая в свое время. И веслянские очень всегда гордились, что вот у них церковь, она там прямая, издалека видна и слышна. Даже есть былички, связанные вот с этой территорией, которая освещалась вот именно этим визуальным рядом. Быличка про охотника, который там всю зиму жил с лишачихой в образе жены. И вот они возвращаются домой, и в том месте, как появляется эта церковь, лишачиха, значит, прыгает в воду и уходит. Что случается? Вот церковь разрушили. Собственно, как бы вроде бы ничего не изменилось, но на самом деле вот произошло некая кардинальная инверсия вот этой традиционной жизни. Если раньше вся жизнь была связана с рекой, и, собственно, вход в деревню был именно связанный с рекой, и дорога, в принципе, шла вдоль реки. Когда ходишь с церковной стороны, видишь первую белую церковь. Церковь разрушили, а трасса, построенная, как бы вход, новый вход в деревню через кладбище. То есть, как бы вот для, собственно, самих жителей, что вот это вот некая эсхатология вот этой современной жизни, она вот наглядно присутствует. Повернулась жизнь, теперь с заднего двора входим в деревню, собственно, и деревня вся повернулась, и жизнь повернулась. Вот такие какие-то слои можно понять, когда ты смотришь на это в комплексе, и как ты все это пытаешься осознать. Я не знаю, по времени у меня еще есть. Ну вот возьмем для примера вот один из объектов наших нематериального культурного наследия, который, собственно, вышел сейчас в интернет-томнике и висит и на сайте. Обрядовая религиозная певческая традиция, верхняя вычегда, прежде всего вот это домашнее богослужение, традиция религиозных песнопений, связанная с какими-то службами в доме, службами вокруг, возле памятных крестов, на кладбищах,
Мы пытаемся, когда рассматривать это как отдельный фактор, мы как бы пытаемся изолироваться от того, что происходит вокруг. Можно включить. Вот так я тоже, по идее, могу. Да? Ну, это как бы поминальная служба, вот 40-й день. Просто мы можем позволить себе как бы обобщить и вывести на экран. Как бы у нас есть тут ничего такого нету, тем более бабушки сами приглашают, они в какой-то мере заинтересованы в том, чтобы большие люди, гости участвовали во всем этом, они повышая этим статус вот этих поминок. Вот. Ну, не буду мучить уже дальше. Пойдемте дальше. Вот. Когда... Так, чего? Потерял последнюю, да? Последний включитель не включается. Да. Вот. Но на самом деле это 40-й день, это вот только вот маленькая часть вот этого айсберга, связанная вообще с присутствием вот мира мертвых в мире живых. Вот это 39-й день. Утром бабушка натопила баню и пошли на кладбище звать душу вот умершей, которой 39 дней исполнилось, ну и всех остальных родителей в баню. Это тоже, это позже. Это привычек, да, та же самая традиция бурсилыся. Только вот то, что остается за кадром, как бы за вот этим объектом, который мы называем памятником нематериального наследия. Конечно, это опять же этический вопрос. Насколько мы можем вот это смещать, вот, собственно, сам памятник и как к этому относиться. Вот мы пришли на кладбище, она обошла всех, со всеми посидела. Собственно, как бы вот самая важная часть происходит именно на 39-й день. Вот приглашают умерших родителей домой, вот они вот эту ночь живут дома, и вот на 40-й день после службы как бы провожает уже все душу навсегда. Это общественный общий крест, который у них на кладбище. Тормозит я ничего не могу. Последний уже посмотрим. Пусть, ладно. Вот. Но это как бы вот еще один такой вот пласт, которым волей-неволей начинаешь думать, в принципе, вот насколько это можно показывать, или насколько это вот уже вмешательство в какую-то сугубо частную жизнь. Потому что само по себе, конечно, это даже с юридической точки зрения абсолютно как незаконно и для нас. Не имеем мы права вот это все фиксировать, не имеем мы права все это снимать. Еще какие-то интересные детали. Слушаем или нет? Ну, понятно, что гастрономический код во всем этом очень важный. Звук слышен будет, нет? Вот они всю любимую еду вот этой чёрной умершей тетушки. Еда подбирается именно со вкусами вот человека при жизни. Простите, а потом с кладбища мусор или оставляют его? Отсюда выносят. А еду? Не съедают. Причитает. Самое главное, что вот она рассказывает ей о том, что вот пришли большие люди, большие гости к тебе на это, помянуть тебя, вот как бы более основная часть текста об этом. Ну, понятно, что она дальше пошла. Уже достаточно долго, минут 7-8, наверное, она прочитала. Как положено, вот то, что можно записать только здесь, только в этих условиях. По-другому их никак не уговорить, потому что сама... Эта женщина, условно можно сказать, профессиональная плакальщица, то есть
Ее постоянно приглашают? Или Нет, нет, нет. Нет, она пришла на конкретную могилу. На могилу своей тетушки, да. Вот интересная деталь, вот, которая вот тут возникает вот спонтанно, но тоже заполняет символичностью. Вот эта тетушка, она вела поминальную тетрадь, записывала всех, кто умирал, 125 человек записано ею, вот как по датам. И вот они вот по этим датам поминают их. Хотя бы вот, поскольку это имеет какое-то отношение к смерти, вот эта тетрадь начинает теперь фигурировать уже в таком виде. Вот она принесла на могилу, как бы включила, вот тут же включилось это все, похоронная обрядность, все, мы всех пригласили, со всеми простились. Тянется, поэтому очень долго. Ну, видимо, я уже не буду, не дождемся, мы добавим. Дальше мы возвращаемся домой. Она идет в баню, готовит веник мыла для родителей, веник мыла для живых. И происходит вот эта банная процедура совместно. Все души родителей и сама она моется, заканчивается маленьким застольем, а вот на следующее утро, на 40-й, уже приглашаются все гости, происходит вот эта поминальная служба, вот она приготовила для родителей весь этот набор. Много вот каких-то маленьких деталей, которые можно заметить только вот в этих конкретных ситуациях. Она после бани одела одежду, которая досталась ей от чужими, собственно, она как бы сама уже стала символизировать вот эту душу, как заместитель вот этой умершей тетушки. Вот она в этой одежде сидит здесь, она в этой одежде будет сидеть завтра, как бы воплощая, вот, как всеми возможными путями, как бы материализуя вот этот невидимый мир усопших. Вот веник себе, веник, ну все, остановим, не буду мучить наши видеозаписи. Можно только... Ну вот что-то все равно успел сказать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, это традиция для конкретного населенного пункта или она больше распространена? Ну, просто не знала, то, что вы сейчас показали. Не описано, что я не знаю. Дело ведь не то, что... Ну, в какой-то мере сама похоронная обрядность, она ведь тоже уже этнографически описанная. Но дело в том, что когда ты описываешь какие-то совершенно конкретные локальные традиции, все равно возникает некий соблазн создать некий инвариант. А на самом деле этого инварианта нету. Даже в одном населенном пункте она очень текучая, эта традиция. Все меняется. Тут все-таки стержнем является именно вот эта певческая традиция. Вовсюду сейчас. Она как бы вот концентрирует вокруг себя, она его консервирует, и она, собственно, держит эту традицию. На Верхней Быче где-то несколько населенных пунктов, которые связаны с этой традицией. Во всех этих пунктах примерно вот это происходит вот так, поскольку вот это поминальные службы, они у них достаточно близкие, и репертуар достаточно близкий. В других традициях, где не сохранилось вот это песенный пласт, там где-то все равно все есть, 39-й, 40-й, и поминки, это все ежедневное приглашение. Там, деревенская жизнь, она начинается с этого. Бабушка встает, первым делом открывает засов, приглашает всех родителей. Все, ставит чайник, наливает чай первым делом родителям. И все, начинается вот ее утро, обыденная жизнь. Она именно вот на этих деталях, собственно, и держится все представление о жизни, о смерти. Она пока есть, и как-то ее все равно надо фиксировать, и как-то ее надо пытаться донести.
Здесь есть. Потому что, ну, в принципе, традиция она такое. Даже вот касаясь певческих каких-то коллективов, просто вот даже Игнич, женщины до определенного возраста, как бы их там и нет. Доходит до какого-то возраста определенного, раз смотришь, они уже поют, уже они. И похоронной обрядности, поминальной точно так же. Как бы доходит до какого-то возраста и начинает включаться именно это. Поэтому есть надежда, что это все-таки все не оборвется. Ну, чисто практический вопрос. А вот эти виды изображения, как сохранить подольше? Каких носителей? Вот эта проблема. Оцифрованное видео, ну как бы технологически это уже решено, это мы просто сидим в таком в узких возможностях и вечная проблема. Понятно, что это все цифруется и превращается в уже такую цифровую информацию, которая по большому счету вечная. Ну, пока у нас нет таких возможностей, собственно, у нашего института, во всяком случае. Спасибо. Руки не доходят. Екатерина Владимировна Прокуратова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии СГУ. Тема доклада «Рукописные синодики и помяники». Не знаю, правильно произнесла или нет. В книжной культуре староверов Печоры 18-20 веков. Как нажимать? Я должна вам говорить, да, или нажимать? А, вот сюда, да? Сегодняшний доклад, мое сообщение будет посвящено, с одной стороны, уже такой достаточно известной теме, связанной с печорской рукописной книжностью, с другой стороны, вот я попытаюсь представить в сегодняшнем сообщении материалы, которые связаны, с одной стороны, с новыми нашими археографическими находками, которые были сделаны в последние годы. Ну и с другой стороны, я опять-таки остановлюсь на таком типе рукописной книги, которая получает среди печорских староверов наиболее активное распространение — это синодики и помяники. Известно, что в русской православной культуре с первых веков ее утверждения большую роль играла традиция поминовения усопших. И, как известно, данная традиция, она неразрывным образом была связана и с устной, и с письменной культурой. Синодики и помяники — это такие вот книги, в которых перечислены имена умерших для поминовения их душ во время богослужебной практики. И еще в древнерусский период данные сборники получают достаточно активное распространение, и, можно сказать, они имели повсеместное такое вот бытование, распространение. Их могли переписывать в городской среде, в крестьянской среде, в царских, княжеских семьях, в церквях, монастырях. То есть такое достаточно широкое распространение отмечают исследователи. И, конечно же, вот эти сборники, синодики, помяники, они позволяют нам выявить имена участников различных исторических событий, определить круг вкладчиков, благотворителей, то есть вот расширить наше представление о той или иной территории, о той или иной традиции, и религиозной, и книжной. И вот в своем докладе я остановлюсь, как я уже сказала выше, на печорской традиции, на рукописных помянниках и синодиках, которые бытовали на территории низовой Печоры. Я не туда, видимо, нажал. Ну вот несколько слов о том, что сегодня известно нам о низовой Печоре, известно достаточно много.
Вот здесь собраны разные исследования, посвященные и фольклору, и книжности. И сегодня, наверное, Печора рукописная — один из самых хорошо изученных уголков нашей республики. Но, несмотря на это, Уссурийский край продолжает нас удивлять новыми находками, интересными открытиями, которые, наверное, будут еще от нас радовать на протяжении, наверное, не одного года. И вот все фотографии, которые сделаны во время экспедиции, это на этом слайде представлены фотографии староверов, которые вот, в том числе зачастую используют в своей богослужебной практике рукописные синодики и помянники, о которых пойдет речь в нашем сегодняшнем докладе. Говоря о низовой Печоре, конечно же, нельзя обойти стороной исследователей, которые очень активно на протяжении многих лет собирали рукописные сборники. И на слайде мы видим фотографию Владимира Ивановича Малышева, известного ученого, который благодаря своим многолетним поездкам на территорию Уссурийского края собрал уникальную коллекцию печорских рукописей, которая в настоящее время хранится в Санкт-Петербурге в Институте русской литературы. В том числе среди этой коллекции встречаются и интересующие нас сборники. Конечно, мы упомянем и фигуры наших сыктывкарских исследователей. На фотографии Татьяна Федоровна Волкова и Андрей Николаевич Власов, которые продолжили изучение печорской книжности, фотографии студентов, которые стали участниками экспедиций тех лет. Ну и вот, как я уже сказала выше, печорская книжность — одна из таких уже хорошо изученных страниц старообрядческой культуры. Но вот находки мы продолжаем, новые материалы мы продолжаем выявлять, и новые материалы нас продолжают радовать. Ну и говоря, собственно, о рукописных синодиках и помянниках, мне хотелось бы сказать, что вот тот небольшой обзор, который я попытаюсь сегодня представить, он был основан на изучении, конечно, не всех рукописных собраний. Уссурийская коллекция самая большая, она разбросана по разным коллекциям. Это и Институт русской литературы, Уссурийское рукописное собрание, это и научная библиотека Сыктывкарского университета, коллекция рукописей. Есть у нас уссурийские рукописи в Национальном музее Республики Коми. Особенно интересно в данном отношении собрание Сидора Ниловича Антонова, рукописи которого вошли в коллекцию Национального музея. Ну и, конечно, следует упомянуть и частные коллекции рукописей из частных собраний. Сегодня тоже активно изучаются. Мы имеем возможность оцифровать рукописи, и они становятся частью той картины, да, которую мы сегодня уже наблюдаем, говоря о печорской книжности. Ну и вот в поле моего зрения попали, конечно, не все книги, не все коллекции. Я посмотрела только некоторые собрания, и в частности такой вот более-менее детальной оценки, более-менее такой детальной оценки, собственно, были сделаны, оценка была сделана относительно рукописи из Уссурийского собрания Сыктывкарского университета, и я детальнее посмотрела на собрание Национального музея Республики Коми. А также были привлечены материалы, которые выявлены во время экспедиционных поездок в последние годы. Это поездки 2005-2020 годов на территорию Уссурийского района Республики Коми. Вот на сегодняшний момент были просмотрены, выявлены, рассмотрены 19 таких рукописных сборников, которые называются помянниками или синодиками.
Как правило, исследование показало, что, как правило, сами староверы, давая типологическое такое название своим рукописным сборникам, обозначают их как синодик Выговский, помяник Усылимский. Это чаще всего встречаются именно такие названия. Ну и, соответственно, уже исследователи вслед за самими книжниками, собирателями чаще всего также и переносят эти названия в описание, в научное описание рукописных сборников. В некоторых случаях из названий уходят вот эти уточнения Выговский или Усылимский. Ну и мы видим, что сборники могут называться просто помяник или синодик. И вот надо сказать, что вне зависимости от того, какое название мы видим вот в книге, да, там может быть просто сборник без названия, мы можем увидеть определенную такую вот закономерность в перечне упоминаемых лиц. И вот эта закономерность, она такая достаточно хорошо повторяющаяся. И вот остановлюсь немножечко на этом моменте. Вот если говорить о вот этой последовательности имен, которые упоминаются в сборнике, можно сказать, что, как правило, все синодики и помянники, я так немножко полистаю, тут, конечно же, нет, может быть, такой четкости, но хотя бы, чтобы видно было, как выглядят эти рукописные сборники. Это уже рукописи, выполненные в 20 веке. Ну, наверное, можно вернуться к предыдущим кадрам, может быть, они более четкие. Так вот, как правило, помяники синодики начинаются с упоминания первых старообрядческих идеологов, протопоп Аввакум, который был сожжен в Пустозерске. Конечно же, упоминаются главные сподвижники протопопа Аввакума, священник Лазарь, диакон Федор. Далее, вслед за первыми старообрядческими наставниками мы, как правило, видим перечисление имен наставников Выговской старообрядческой пустыни. Известно, что печорские староверы, безусловно, находились в сфере влияния Выговского религиозного, книжного, литературного центра. И поэтому, конечно же, и здесь, да, в отношении помянников, синодиков мы видим вот эту ориентацию на выговскую старообрядческую культуру. И, конечно же, вот среди имен наставников упоминаются выговские киновиархи, Андрей Денисов, Даниил Викулин, Семен Денисов, экклесиарх Петр Прокофьев. То есть это практически в каждом синодике и помяннике мы видим эти имена. Примечательно и то, что в данных помянниках и синодиках представлены староверы, огнем пострадавшие. Да? Такая группа святых старообрядцев упоминается повсеместно. И в таких же сборниках мы нередко видим перечисление имен тобышских святых, да, как пишут староверы. Вот активно тобышские святые, имена староверов, умерших на Тобыше, активно переписываются такие списки и на Цилиме, и на Пижме. И, наверное, сейчас, когда вот приходишь в дом к староверам, ну, не встретишь ни одного старовера, у которого вот такие бы листочки с перечислением тобышских святых не были бы представлены в доме, в частной коллекции. Отмечу также и то, что вот найденные синодики, помянники, которые вот и уже в известных собраниях представлены, и те, которые имеются в частных коллекциях, как правило, эти сборники написаны на бумаге XVIII века, то есть это рукописи ранние все же для печорской традиции. Но, наверное, по большей части все же помянники и синодики
относится к более поздней традиции. Это эпоха 19 и даже 20 века. Вот те листочки, которые вот они были на экране показаны, это все же поздняя уже традиция. Мы видим, что списки староверов переписаны шариковой ручкой. Это тетрадные листочки, линованная бумага. И, конечно, это свидетельствует о том, что традиция не угасла. Если бы мы находили только рукописи XVIII века, можно было бы предполагать, что староверы только читают, включают в круг поминаемых святых, но вот эта традиция жива. Конечно, мы сегодня понимаем, что говорить относительно развития литературной традиции, наверное, на Печоре сегодня не приходится, но вот эта религиозная составляющая, традиция поминания староверов, она еще достаточно хорошо развита, и эта традиция живая. Говоря о помянниках, конечно же, печорских, надо сказать о том, что особым образом в подобных сборниках выделяются местные староверы. И вот, как правило, если синодик сохранился полностью помянник такой, вот можно найти странички, где бы упоминались печорские староверы, и можно увидеть, что род Ивана Анкидинова, жившего на Выбу, но мы знаем, что Иван Анкидинов, он стал наставником Великопоженского скита, и вот, собственно, и с именем Ивана Анкидинова связана огнеопальная смерть, да, которая произошла на Печоре, когда 70 насельников монастыря приняли такую вот мученическую смерть за веру. Да, и вот эти имена, они традиционно тоже включаются в такие вот помянники. Кроме того, отмечу также и то, что среди имен староверов благочестие ради пострадавших, да, вот такую формулировку мы видим в рукописных сборниках, встречаются имена староверов, и над этими именами книжники в более позднее время делают такие приписки: погибли на Ланце, на Вонт-озере, в Пудаке, в Карелии, в Сибири, да, то есть вот приписана территория, на которой, собственно, и жили староверы, и пострадали, допустим, от огнеопальной смерти. Интересным является то, что нередко вот эти уточнения, они могут приписываться чернилами, карандашом, и, наверное, вот эти приписки можно назвать вот такими вот записями пояснительного характера. Они уточняют территорию проживания того или иного старовера, и иногда мы видим уточнение его сферы деятельности или должности. Допустим, в помяннике может быть написано «Тимофей – уставщик» или «Яков – казначей». Такие приписки тоже нередки. Ну и вот я уже сегодня упоминала, что достаточно часто в местных собраниях, в частных собраниях сегодня мы встречаем листочки отдельные или иногда тетрадочки, в которых эти записи встречаются, когда вот упоминаются, перечисляются староверы, умершие в местечке Покойное, расположенном на реке Тобыш, это приток реки Цильмы. И сегодня, конечно же, это место является одним из культовых центров низовой Печоры. И поминальные списки тобышских староверов включаются в помянники не только цилимцев, но и пижемцев. Ну и вот во время экспедиционных поездок были записаны и многочисленные устные рассказы о тобышских староверах, и вот захоронение тобышских скитников почитаются местными жителями, и местные староверы современные, конечно же, относятся к ним, к этим пострадавшим очень почтительно. И, по сути, наверное, мы можем говорить о том, что они возводятся в ранг святых. И вот в местечке Покойное местные староверы выполняют оветы, они совершают богослужения,
окружении. Там есть такая небольшая деревянная часовенка, встроенная печорцами, ну и обходят все захоронения тобышских скитников и кадят безымянные могилы. То есть вот эта традиция тоже, можно сказать, такая вот живая. Ну и вот таким образом тот небольшой анализ, который удалось провести, безусловно, показывает, что вот синодики и помяники открывают интересную страницу не только бытования рукописных сборников, а мы можем смотреть и на орнаментику этих рукописных книг. Кстати, не совсем забыла сказать, некоторые помяники действительно они обладают богатой орнаментикой, и вот в частности таким вот примером богатого украшения подобных рукописных сборников служит синодик Выговский из собрания Национального музея Республики Коми. Этот синодик, он уникален в том плане, что там действительно очень много красочных поморских заставок, буквиц. И вот этот сборник, это сборник конвалют, он начинался писать в XVIII веке, а последние записи уже выполнены и в XIX, и в XX веке. Последняя запись выполнена в 1977 году, то есть это уже вторая половина XX века, да, сделана приписка о смерти старообрядки. Ну и, конечно же, вот такие рукописные сборники, они интересны в разных аспектах, и в плане орнаментики, и в плане изучения истории старообрядчества на Печоре. Ну и, конечно, вот те сравнительные наблюдения, которые можно сделать этих рукописных сборников, позволяют выявить как интересные, уникальные рукописные сборники, так и повторяющиеся в своем содержательном аспекте. Спасибо за внимание.